Так, уважаемые коллеги, мы начинаем работу второго дня нашего самосбора. Значит, программа, я надеюсь, у вас в каком-то виде есть, либо в электронном, либо в бумажном. Последовательность постараемся выдержать ту, которая у нас была зафиксирована. Возможно, какие-то по ходу будут изменения, но это в рабочем порядке будем решать. Да, значит, слово предоставляется проректору Коми Республиканского Института развития образования Габовой Марине Анатольевне. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на нашем юбилейном самосборе, который вот уже последние несколько лет проходит, в том числе и на базе Коми Республиканского института развития образования. Я очень рада видеть здесь знакомые лица. У нас есть завсегдатаи самосборов, которые не пропускают ни один самосбор. Конечно, очень рады приветствовать и новых посетителей самосбора, которые, надеюсь, тоже скоро станут завсегдатаями этого мероприятия. Мне хотелось бы пожелать вам успешной работы в рамках нашего самосбора, узнать для себя что-то новое. Ведь учитель живет до тех пор, пока он учится, да? Об этом мы с вами тоже все знаем. Хотелось бы пожелать вам успешного обмена опытом. Я знаю, что многие из вас постоянно находят какие-то новинки, постоянно самосовершенствуются. И очень рада, что эти люди делятся своим опытом со своими коллегами. Желаю вам успешной, активной работы, успехов, удачи и применить все те новые знания, новые компетенции, которые вы освоите в ходе нашего самосбора в своей дальнейшей практической деятельности. Передаю слово Илье Ивановичу. Первое выступление у нас в нашей программе. Вячеслав Алексеевич выступает с темой, которую вчера уже анонсировала в своем докладе Наталья Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня тема выступления развитие региональной информационно-образовательной среды. И тема, наверное, будет созвучна со вчерашней темой выступления. Ну, будем говорить так, в продолжение этой темы. А вчера мы с вами прослушали или узнали, что такое вообще информационная образовательная среда, увидели, так сказать, структуру федеральной образовательной среды, увидели свою образовательную организацию в этой структуре, увидели регион или Республика Коми в этой структуре. И согласно федеральным государственным образовательным стандартам, на самом деле информационная образовательная среда имеет такую иерархическую структуру. Это прямо прописано в федеральных государственных образовательных стандартах. И два стратегических документа, которые, в общем-то, ориентируют на развитие этого вопроса, на развитие информационно-образовательной среды. Это стратегия развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 год, который говорит, что создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Это одно из направлений этого документа. И второе, буквально свежее, от 7 мая 2018 года, это о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 2024 год, до 2024 года, в котором сказано, записано требование создания основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни, в том числе и в сфере образования. Опять же, свежий документ, может быть, даже вы еще и не знаете о нем. 15 мая 2018 год. Распоряжение правительства Республики Коми
которая утверждает положение о единой информационной образовательной среде в Республике Коми. Значит, в этом документе уже констатируется тот факт, что в нашей республике существует единая информационная образовательная среда, хотя на самом деле она де-факто существует уже года 3 точно, да? А элементы ее еще и раньше. С того времени, фактически, как мы начали внедрять ГИСЭО, можно было говорить уже о какой-то информационной образовательной среде в Республике Коми, а это 2013 год. В этом документе говорится, что системообразующими элементами единой информационной образовательной среды Республики Коми являются 4 элемента. Это государственная информационная система электронное образование, ГИСЭО, это образовательный портал «Открытое образование», это единая система дистанционного обучения Республики Коми и единая система видеоконференц-связи образования Республики Коми. Модель Наталья Николаевна вчера представляла одну модель. Здесь вот тоже такую модель можно представить единой образовательной среды Республики Коми. Это вот ГИСЭО, единая система, региональная система дистанционного обучения. Но здесь потому что у нас действительно не одна, а, будем говорить так, 2 системы. Это distant.kriro.ru дистанционное обучение педагогов и do.com.edu это система дистанционного обучения детей. Немножко ниже об этом расскажу. И портал. Единственное, вот здесь не обозначено, это единая система видеоконференц-связи, которая тоже у нас присутствует. Развитие региональной... запомнили, какие системы образующие? Сейчас буду задавать вопросы. Итак, развитие региональной информационной образовательной среды в Республике Коми обеспечит решение следующих задач. Это развитие информационной открытости образовательных организаций и органов управления образованием. Какими элементами, будем говорить так, информационной образовательной среды это реализуется? ГИСЭО? Совершенно верно. В ГИСЭО у нас 2 части, одна закрытая, вторая часть открытая, где можно получить информацию об образовательных организациях. А по закону, где еще вся должна информация размещаться? На сайтах образовательных организаций. Следующая задача – внедрение комплексных решений по автоматизации процесса управления и сбора информации на всех уровнях управления сферой образования, в том числе и статистической. Здесь какие системы, кто знает? ГИСЭО, опять статистика, все отчеты. И еще, может, кто-то сталкивался, это вторая система АРИСМА. Слышали, наверное, да? Сейчас немножко там поменьше стало отчетности. Некоторая отчетность перешла в ГИСЭО. И мы так предполагаем, что в конце концов вся отчетность уйдет в ГИСЭО. И в конце концов АРИСМА, наверное, закроется. Организация взаимодействия информационной системы образования с другими информационными системами. Какие у нас еще в Республике Коми есть информационные системы? У медиков есть. У медиков есть. Информационная система ЗАГС, она, правда, федеральная. То есть вот здесь предполагается, и ГИСЭО предполагает, уже сейчас предполагает, единственная необходимая настройка, связь с этими системами. Внедрение системы электронного документооборота. На самом деле он есть, но он есть на более высоком уровне. Да? А вот уже с образовательными организациями это тоже вопрос развития. Развитие системы управления качеством образования, основанной на информационно-коммуникационных технологиях. Здесь какая система нам поможет в этом деле? Учителя, кто работает в ГИСЭО, должны знать ее. Это МСОКа, многоуровневая система оценки качества образования. На сегодняшний день она у нас официально не запущена. Я так предполагаю, что она станет, наверное, региональной системой оценки качества образования, когда будет запущена официально, а для официального запуска этой системы нам надо ее купить. Я имею в виду нам, Республике Коми. Предоставление государственных муниципальных услуг и информационная безопасность и защита персональных данных. Если коротко я пробегусь по этим системам, которые являются системообразующими. ГИСЭО –
Это, в общем-то, e-услуги, то есть запись в образовательную организацию, плюс сетевой город – это те модули, которые сейчас у нас уже реализованы. Школьный модуль, это модуль дошкольной образовательной организации, это модуль профессиональной образовательной организации, это модуль управления образованием, это модуль организации дополнительного образования, а также аутентификация и интеграция с порталом госуслуг. На сегодняшний день родители, учителя могут заходить в ГИСЭО, используя учетную запись госуслуг, и это удобно тем, у кого есть дети, кто работает в системе образования. То есть они зашли на портал госуслуг и могут выбрать учреждение ребенка или учреждение свое, и уже входить в систему по единой учетной записи своей. Это интеграция с федеральной информационной системой, единая очередь в дошкольную образовательную организацию, интеграция с федеральной информационной системой «Контингент», которая у нас немножко тормозится. Вы помните, наверное, 2016 год, в декабре президент не подписал изменения в федеральный закон об образовании. Как раз там шла речь об информационных системах и персональных данных в этих системах. Не подписан был с условием, что надо было разобраться, во-первых, какие персональные данные необходимы для того, чтобы ребенок учился в школе, то есть какие необходимы персональные данные собирать вообще. И второе, какова ответственность тех сотрудников, которые отвечают за персональные данные в случае, то есть ответственность должностных лиц за их сохранность. И еще модуль «Одаренные дети». Но я скажу, что вопрос решается, вы знаете, наверху медленно всегда, то есть по контингенту все равно он будет запущен, скорее всего. То есть идет обсуждение, и изменения в закон будут внесены о персональных данных. И развитие этой системы предполагает, наверное, подключение новых модулей. Но сейчас скажу, что, в общем-то, все образовательные организации в системе работают. Многие школы, порядка 20% школ уже перешли на ведение электронного журнала только в электронном виде. И если вы, как родители, здесь присутствующие, наверное, почувствовали, что уже стало более оперативно стал работать электронный дневник. Проблема вся, в общем-то, в том, что учителя ВКонтакте, например, выкладывают там домашнее задание, общаются с родителями, а в электронном журнале иногда забывают домашнее задание записать, и поэтому возникают проблемы. Я думаю, что вот здесь как бы учителям надо к этому отнестись более серьезно. У многих родителей это востребовано, не хотят иметь электронный дневник. И, в общем-то, то анкетирование, которое мы проводим среди родителей, один из минусов этой системы говорит как раз о несвоевременности заполнения электронного журнала. Либо домашнее задание записано, либо несвоевременно выставлены оценки. И поэтому развитие ГИСЭО – это приобретение новых модулей. В первую очередь стоит МСОКа, приобретение его, и тогда оно станет мы будем его использовать на законных основаниях. А это большой плюс, подспорье администрации. Это родителям то же самое, они видят пробелы, то есть достаточно хороший модуль. И приобретение таких, тоже все эти модули, они дополнительные и все, в общем-то, платные. Все платные. Региональная образовательная система тестирования, где наполнена тестами, и педагог может сам заполнять этот тест. Свои тесты добавлять еще. Мониторинг системы образования. Этот модуль позволит как раз нам уйти от арисма. Модуль аттестации педагогических работников. Если кто-то видел, в системе есть закладочка аттестация уже, портфолио педагога именно к аттестации, но он пока не работает без этого модуля. То есть вы его наполнять можете чисто для накопления материалов, но он не работает. Дальше. Следующий элемент, системообразующий элемент – это портал «Открытое образование Республики Коми». Наверное, тоже мало кто знает, что у нас в республике работает приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда».
Как раз в рамках этого проекта и разработан портал «Открытое образование Республики Коми». Он наполняется, он сопровождается, он работает. И сейчас уже много информации как раз на нем есть. И если посмотреть, вот у меня внизу ссылочка windows.edu.ru, на этом сайте размещены порталы практически всех регионов Российской Федерации. Если их посмотреть, то, в общем-то, наш портал где-то, я считаю, выглядит достаточно неплохо. Единая система дистанционного обучения. Значит, предполагается, что это будет система, это Moodle. Это по адресу edu.arcomi.ru. На сегодняшний день что у нас есть из дистанционного обучения? Это сайт Крiro, distantkrio.ru, для обучения педагогов, в том числе здесь открытые курсы. Многие уже из вас, наверное, прошли, да? Медицинская подготовка, противодействие терроризму, это санитарная, медицинская я сказал. В общем, 4 открытых курса, которые можно пройти бесплатно и получить сертификат. Детская система для детей, но она была создана еще в 2009 году. Конечно, те учителя, которые активно работают сейчас в этой системе, была создана, в общем-то, для детей-инвалидов, и сейчас вот работает на республику. Создавали ее в рамках тоже приоритетного проекта образования педагоги как раз Центра обучения детей-инвалидов. На сегодняшний день, конечно, надо ее пересматривать, поскольку в ГОСе у нас уже давно, да, соответствуют ли все здесь курсы, разработанные в ГОСом. Есть система у Сыктывкарского государственного университета, и там тоже есть открытые курсы. Есть система у КРАКСа, Коми Республиканская академия госслужбы. Есть система дистанционного обучения у технологического лицея. Но это все разрозненные системы. Вопрос идет о создании единой системы дистанционного обучения, которая будет интегрирована с ГИСО. Уже сейчас мы тестировали, проверяли, пока сейчас идет настройка этой системы, тестировали, проверяли. В общем-то, из ГИСО, с учеткой ГИСО можно попадать в эту систему. Вопрос остается в апробировании или в проверке того, будут ли оценки из Moodle, из этой системы, попадать в электронный журнал. Вот эту настройку мы в ближайшее время будем проверять. Вот задача стоит такая. Эта система тоже создается в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда». Проблемный вопрос в том, кто будет наполнять эту среду. У меня, по крайней мере. То есть бесплатно наверняка делать это никто не будет, а денег как бы нет. Поэтому у меня предложение – это создание, организация конкурсов с грантовой поддержкой. Когда разрабатывалась Московская электронная школа, учителя получили гранты по 150 тысяч за разработку там какого-то курса. Ну, ясное дело, что это будет курс, там, предположим, по 6 классу, по предмету геометрия за весь 6 класс, а возможно даже за 6, 7, 8, 9, ну, то есть вот такие гранты. Ну, к сожалению, вот этот у меня слайд пустой. На сегодняшний день у нас существует система видеоконференции, которая находится в зале Министерства образования, или когда она проводится, то муниципалитетам необходимо приходить тоже в администрацию, в специальную комнату, вот таким образом, да, поступать. Хотя у нас есть ресурсы, и сегодня, возможно, мы его попробуем, организовать систему видеоконференции с использованием скайпа для бизнеса, который входит в набор программ Office 365. Уже я на прошлом самосборе выступал и рассказывал про 365 офис, что он для образовательных организаций облачный вариант бесплатный, а такой вариант в 2 раза дешевле вот стандартного нашего офиса. Поэтому, скорее всего, в условиях недостаточного финансирования вопрос станет о переходе. Если не на свободное программное обеспечение, то, по крайней мере, на этот офис. Коллеги, спасибо за внимание. Вопросы?
Значит, модуль «Школьное питание» апробировался у нас на этапе пилотирования ГИСЭО в 10-й школе города Ухты. Но потом потихонечку он как-то съехал на нет, хотя это рабочий модуль. Значит, дети, используя банковские карты, там, ну вот у нас была карта УЭК, да? УЭК. Использовали УЭК, рассчитывались в столовой, все это фиксировалось через систему ГИСЭО. Возможно, я думаю, что через какое-то время пройдет, и все равно этот модуль тоже нам надо будет восстанавливать, потому что все равно питание важный вопрос. Ну и в нем велось питание. Да? Сейчас проблема какая возникает в некоторых школах. Вот одна из школ звонила, за прошлый год журналы закрыты, и у них не сходится электронный журнал с журналом столовой. Ну не проверили в отдельных классах. Вот они просили, как это дело исправить теперь. К сожалению, если год закрыт, исправить практически невозможно, хотя ну, там по отдельной заявке можно это сделать. Поэтому сейчас тоже, если есть кто-то из администрации школы, обязательно перед закрытием учебного года проверить соответствие. У нас, потому что бесплатное питание в начальной школе, да? Поэтому вот это. А так модуль есть, он работает, как бы он апробирован уже даже. Честно говоря, не скажу. По-моему, то, что вот заплатили на первоначальном этапе, а там в договор, то есть мы больше ничего не платим. Вот так. Вот, да, была та разовая оплата. Ну, например, школьный модуль NetSchool, он называется, школьный модуль, он работает с 2002 года в Самаре. 2002 года у нас вот технический лицей города Ухты купил его в 2013, когда запускался у нас как раз этот проект. Он стоил там порядка 13-15 тысяч. Ну вот, как бы вот, когда мы купили ГИСЭО, заплатили вот эту сумму, туда еще входит обслуживание, ну, это сопровождение. Ну, не все, конечно, а вот так, на вопросы они отвечают. То есть это входит в ту плату. Все. Сейчас модуль МСОКа, ну, порядка 5 миллионов на нашей организации. То есть у нас 360 общеобразовательных организаций, ну, где-то тоже порядка 10 тысяч, 15 на одну школу. Я думаю, что ну, до конца года ну, уже в планах как бы стоит приобрести этот модуль. И вроде бы даже деньги нашли, но там немножко не хватает. То есть у нас как бы он стоит авансом, но он не обновлен. То есть вот как поставили его в 2015 году, он не обновлялся ни разу, хотя уже там достаточно много обновлений было. Так, ну если вопросов нет, тогда мы продолжаем дальше, да, по программе. Виталий Владимирович Альшанов. Робототехнические соревнования для школьников и студентов. Междисциплинарные аспекты. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно меня? Да? Робототехника активно развивается у нас в Республике Коми. Проходит уже в следующем году будет юбилей 5 лет соревнования робототехнические республиканские.
какими компетенциями должен обладать школьник, студент, ну, даже взрослый человек, чтобы создать робота? Любопытством это обязательно, без этого никуда. Так. Механическое устройство какое-то, то есть устройство, техническое устройство точнее, да? Программируемое устройство, исполнительное устройство, моторы, например, есть, датчики есть. Что нужно знать, чтобы создать робота? Логически мыслить. Ну, наверное, нужно уметь конструировать робота, да? То есть какие-то создавать механизмы, то есть инженерные навыки. То есть программируемое устройство. Нужно уметь его программировать, чтобы он что-то делал. Сам по себе робот ничего не сделает, если не запрограммировать. На самом деле здесь спектр компетенций достаточно широкий. Это и хорошее знание математики, алгоритмизации, программирования и так далее. Работа с техническими устройствами, то есть обработка материалов, там, самых разных и так далее. Достаточно много проводится олимпиад для школьников и студентов. На экране вы видите международные соревнования. Большинство из этих соревнований международных проходят и на российском уровне тоже. Кстати, вот соревнования RoboCup достаточно известные международные соревнования. Вчера начался чемпионат мира по футболу, и организаторы соревнований RoboCup заявляют, что к середине 21 века будет создана команда автономных человекоподобных роботов, которые обыграют сборную чемпиона мира по футболу по правилам FIFA. 2050 год, осталось ждать недолго. Ну и другие соревнования. На российском уровне тоже достаточно много соревнований проходит по робототехнике. Всероссийская робототехническая олимпиада. У нас в Республике Коми мы уже 4 года проводим эти соревнования. В следующем году будет 5-й раз республиканский этап. Всероссийский робототехнический фестиваль RoboFest тоже у нас проходит уже несколько лет. И команды победителей республиканского этапа. В этом году 22 команды ездили на Всероссийский фестиваль RoboFest от Республики Коми. Часть этих соревнований включены в перечень олимпиад, утвержденный Миноборнауки России, в частности, Олимпиада RoboFest по физике, Олимпиада школьников Ломоносов, Олимпиада национальной технологической инициативы. То есть про Олимпиаду RoboFest я уже сказал, фестиваль RoboFest. Здесь есть направления самые разные. Hello Robot — это для самых маленьких, 3-4 класс школьники, 5-6 класс для тех, кто занимается с 1-2 года обучения. Есть соревнования международные, там First. Победители соревнований едут на международные соревнования, которые проводят, как правило, в США. Всероссийская робототехническая олимпиада. Здесь тоже проходит национальный этап Всемирной олимпиады роботов. Это соревнования, которые проводятся на оборудование только одного производителя. Ну и уже не первый год развиваются российские направления: манипуляционные, мобильные, автотранспортные, водные, летательные и так далее, интеллектуальные робототехнические системы. Это направления чисто российские. Олимпиада национальной технологической инициативы в республике у нас не проводится, но, возможно, в следующие годы у нас также будут проведены региональные этапы. Здесь есть несколько профилей разных, и чисто робототехнические, и связанные с другими направлениями: автотранспортные, беспилотные, летательные системы, водные и так далее. И в своем выступлении я хотел показать несколько примеров заданий, которые встречаются на данных соревнованиях. Поскольку время ограничено, там соревнований очень много, есть очень разные соревнования. Я ограничусь соревнованием, где нужно знать математику.
для самых маленьких школьников, это 3-4 класс, соревнование «Чертежник». Это соревнование я, когда только увидел пару лет назад, оно мне очень не понравилось. Почему? Потому что я считал, что это соревнование не для школьников. Там, исчисление адометрия, исчисление пройденного пути роботом. То есть, как мне казалось, что это соревнование для ребят постарше. В этом году мы сами, то есть у меня была команда, мы выступали в Москве и достаточно неплохо выступили. В чем цель задания? Есть поле, на котором нарисованы точки, черные точки, диаметр 4 сантиметра. И вокруг этих черных точек есть окружности диаметром 10 сантиметров. Судьи задают фигуру, и задача школьников сделать робота, запрограммировать робота, чтобы он максимально точно начертил такую фигуру. Пример робота я тоже попробую сейчас показать. Темновато, но я думаю, видно. Это соревнование для 3-4 класса, но смотрите, что должен знать школьник, чтобы сделать такого робота, самое главное запрограммировать его. То есть задача, здесь достаточно простая задача, то есть проехать максимально точно отрезок вперед и повернуться максимально точно на заданный угол. Причем в 3-4 классе понятие угол еще школьники не изучают, то есть мера угла и так далее. Вот. Именно поэтому мне эти соревнования изначально не очень нравились, поскольку я считал, что они не соответствуют возрасту. Но мы с ребятами тоже на занятиях, как раз у нас в институте есть занятия, мы и робота-чертежника тоже делаем, и учимся программировать этого робота. Разные способы мы перепробовали. То есть сначала методом подбора, то есть поставить там количество оборотов, чтобы робот проехал заданное количество, заданное расстояние. Это делается долго, но можно сделать. Потом попробовали с помощью расчета, как проехать отрезок, там, зная диаметр колеса, формулу для длины окружности, попробовали использовать ее, сделали и обнаружили, что робот, оказывается, едет не то, что мы хотим, то есть меньше. Оказывается, у нас кроме математики еще есть физика, есть там трение и так далее. То есть такой метод расчета. Ну, со школьниками в 3 классе там рассчитывать и коэффициент трения и так далее достаточно сложно. Поэтому такой вариант не подходит. Ну и в данном случае мы чисто статистически взяли конкретного робота и много раз его запускали, например, 1 оборот колеса. И там, 3, 5, 10 раз запускали и измеряли, сколько он проезжает. Потом 2 оборота колеса, 3 оборота колеса. Ну и статистикой определили. То есть некий коэффициент, волшебный коэффициент, берем заданное расстояние, например, там 30 сантиметров, умножаем на этот коэффициент и получаем, сколько градусов нам нужно поставить оборот колеса. То же самое с поворотами. И достаточно точно получилось. И на соревнованиях, которые были в Москве, команда, сейчас попробую, даже этот видеоролик я не планирую, поскольку здесь 2 школьника и родители одной из участников нашей команды здесь находятся, я покажу видеоролик. Пунгина Полина. Так, они сделали... Там много участников, шумно, 120 команд было. Там была достаточно сложная фигура, много элементов. Вот они все начертили правильно. Последняя точка буквально на миллиметр только была. Не 50 баллов, а 25 баллов. Не очень. Это ребята 4 класса, и они достаточно хорошо справились с этим заданием. Что они узнали нового для себя? Во-первых, они познакомились на практике, познакомились с понятием угол, измерение угла,
измерение расстояния, понятие погрешности, измерений и так далее. То есть, в принципе, достаточно хорошие соревнования в школе для того, чтобы в связи с курсом геометрия, математика и так далее. Это вот результат. Точно, там аж 120 команд, они в десятку вышли. Хороший результат. Ну, где-то так, да. Хороший вопрос. Большинство соревнований командные. То есть работа должна команда. В данных соревнованиях команда 2 человека. Точнее, нет. В этих соревнованиях в прошлом году в этом году правила были изменены. Если раньше было 1-2 человека, в этом году команда обязательно должна быть 2 человека. Это тоже связано с ВГОС, чтобы ребята учились вместе работать. Не все это умеют делать. Ну, на робототехнических соревнованиях командная работа это очень важна. В разных соревнованиях по-разному. Здесь 2 человека. В других соревнованиях где-то 3 человека, где-то там 7 человек есть. То есть разные соревнования, там разные требования. Для ребят постарше соревнования лабиринт туда-обратно. Правила прохождения лабиринта, правила правой руки это не так сложно. То есть если нет петель в лабиринте, то есть держась идти по лабиринту за стенку правой рукой, рано или поздно найдешь выход. В виде алгоритма это представлено здесь. А задача, то есть пройти лабиринт от зеленой клеточки до красной клеточки, а затем вернуться назад по кратчайшему пути. Без математики эту задачу тоже не решить, без знания программирования тоже не решить. Есть 3 этапа. То есть сначала просто пройти лабиринт и зафиксировать, составить карту лабиринта, ну а затем проанализировать этот путь, выкинуть петли и назад пройти уже по кратчайшему пути. Кодирование, то есть при прохождении алгоритма надо как-то закодировать разные пути, есть рисунок, граф, кодирование движения робота. Ну вот один из способов: 0 движения вперед, 1 поворот направо, 2 поворот налево. Последовательность 0, 1, 2 можно представить как бы путь, код прохождения лабиринта. Дальше петли, если есть. Я не буду подробно объяснять, сейчас достаточно долго времени займет. Если там 2, 0 и так далее, показаны, что нужно удалить, чтобы избавиться от петли. Это ребята уже постарше, 5, 7 класс и так далее. Еще раз, не понял вопрос. Это задания, те, которые были на всероссийских мероприятиях, на всероссийских соревнованиях. Вот такие, если чертежник у нас были уже не первый год, вот такие соревнования мы проводили года 2 назад, но у нас никто не справился с этим заданием. И соревнования посложнее, это соревнования этого года для 9-11 классов. Поиск спасения пострадавших, ну, тематика такая отвлеченная, но здесь тоже чистая математика, чистое программирование. Робот сам по себе очень простой, любой мобильный робот подойдет. Ну, задание такое: многоагентная система, то есть 2 робота, которые между собой взаимодействуют. Нужно найти пострадавших, красные кубики, и их привести в нужный сектор, спасти, условно говоря. В этом соревновании ключевые компетенции: также нужно строить карту местности, но уже там не одномерный массив, то есть там, скорее всего, это будет граф. Нужно знать алгоритмы обхода графа, там, алгоритмы Dijkstra и так далее, разные. Локализация на известной карте. Это чистая математика, чистое программирование. И вот с этими соревнованиями у нас тоже в прошлом году были подобные соревнования. В этом году у нас была всего лишь 1 команда, а вообще соревнования республиканские достаточно массовые. Больше 100 команд у нас было в январе, порядка 80 команд было. Вот сейчас в мае мы проводили. В прошлом году также, то есть порядка 100 команд, плюс-минус у нас всегда участвуют. В сложных соревнованиях, там, где нужно знать программирование, математика, у нас 1-2 команды максимум, и результаты пока не очень высокие.
И, в принципе, основная цель моего выступления заинтересовать этими задачами, что для учителей информатики, для учителей математики здесь много интересного можно найти на робототехнических соревнованиях. Про физику я тоже мог бы рассказать. Робокарусели соревнования мы провели первый раз, организованные совместно с МГУ. И команды, у нас порядка 8 команд выступало. Одна команда 21-й школы среди призеров тоже находились. Но это уже отдельный разговор, поскольку время ограничено, и оно у меня уже вышло. Есть ли вопросы какие-то еще? На базе каких учреждений? В мае мы проводили в Ренове, 4 года мы уже проводим, культурно-спортивный центр Ренова, и в Кванториуме в этом году мы тоже проводили соревнования совместно с Кванториумом. В январе мы проводили на базе Сыктывкарского политехнического техникума. Я очень хотел бы, чтобы на базе университета мы тоже проводили рано или поздно совместно с университетом. Без вузов эти соревнования, кстати, нецелесообразно проводить, потому что соревнования сложные, граф и так далее. Можно было бы, если бы у кафедры, то есть университета, там, где изучается математика и программирование, заинтересовались совместно проводить соревнования и какие-то льготы при поступлении в вуз. Университет у нас активно участвует в отдельных направлениях. Это Городский Михаил Дмитриевич. Они автотранспортные робототехнические системы, они занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. И на следующей неделе, 22-24 июня, 4 команды едут в Иннополис. Уже 4-й год мы поедем на эти соревнования. Я надеюсь, призовые места также будут. Потому что в прошлые годы они были у нас. Там 9-11 классы, там студенты. Мы проводим региональный этап, где команды отбираются, и лучшие команды едут на всероссийские соревнования. Но это по желанию школы. То есть у меня цифры есть, я сейчас по памяти не помню, но достаточно много, в Сыктывкаре достаточно много школ есть, где робототехника, порядок, но может быть там половина точно школ, где есть. Другой вопрос, не хватает у нас квалифицированных кадров, которые бы могли бы, зная программирование, решать задачи олимпиадные. Это отдельное направление, олимпиадная подготовка.
Добрый день. Слышно? Все, можно начинать? Да. Добрый день еще раз. Меня зовут Клочева Евгения Александровна. Да. Я работаю в лесопромышленном техникуме Сыктывкарском, специалистом по защите информации, преподавателем информатики. И я хотела бы с вами поделиться своим опытом использования 3D-моделирования как средство межпредметной интеграции именно в профессиональном образовании. Хотя я думаю, если вы сегодня впервые познакомитесь с такой программой, как SketchUp, вы наверняка, у вас появится масса идей, как можно их применить и в своей профессиональной деятельности тоже, да, и даже в детском саду. У меня есть примеры, мы с воспитателем работаем, даже в детском саду применяем 3D-моделирование. Значит, здесь вот несколько слов о том, что такое интеграция. Все мы с вами прекрасно это знаем. С практической точки зрения интеграцию мы реализуем как межпредметные связи. Чаще всего это межпредметные связи внутри предметов общеобразовательного цикла. Если проанализировать, скажем, публикации какие-то, вот тот опыт, который есть в сети, то чаще всего интеграция, она заканчивается, вот если взять уроки информатики, на том, что дети готовят презентации, скажем, по каким-либо предметам. То есть, либо PowerPoint элементарно, да, может быть Excel какие-то задачки, математика, там, построение графиков. И я вот предлагаю один из таких очень интересных, одно из очень интересных средств 3D-моделирования. Здесь небольшая такая модель, как можно использовать средства 3D-моделирования на занятиях и даже во внеурочной деятельности. Во-первых, мы можем реализовать с помощью этого средства межпредметные связи как для дисциплин общеобразовательного цикла, так и профессионального. Я покажу несколько примеров, как это можно сделать. Также можно это использовать очень активно в проектной деятельности. Например, сейчас очень много объявлено в этом году конкурсов. Например, к 5-летию ЭЖВы объявлен конкурс Монди СЛПК на разработку проекта какого-то городской среды, благоустройства ЭЖВы. Вот, пожалуйста, можно, допустим, сделать 3D-модель, представить на этом конкурсе 3D-модель. Общероссийский конкурс также в этом году объявлен по модернизации городской среды. То есть вот в этом плане можно применять 3D-моделирование. Значит, вот несколько примеров, да, как можно связать информатику с другими предметами через 3D-моделирование. Например, математика – это построение сечений, построение объемных фигур. Причем, если вы знаете, что такое SketchUp, поднимите, пожалуйста, руку, кто хоть раз работал, кто знает. Не так много, да? Те, кто знает, те понимают, насколько там все просто. Конечно, можно и сложные вещи. Чем дальше ты изучаешь, тем больше понимаешь, что есть там достаточно сложные вещи. Но первоначально, когда знакомишься, возникает такое ощущение, то есть он очаровывает. Там очень легко работать, очень интересно. И вот, пожалуйста, сечение. Причем, если мы там построим объемную фигуру, чаще всего учителя математики задают задание такое, объемную фигуру из бумаги смоделировать. То есть она вот из бумаги такая статичная. Здесь есть такой инструмент, как плоскость сечения. Мы можем это плоскость сечения с любой стороны, эту фигуру закрыть и увидеть, что будет в разрезе, скажем. Очень, мне кажется, очень развивает пространственное мышление, с чем у многих учащихся на самом деле сложности. Вот история МХК, может быть, это какое-то воспроизведение, скажем, каких-то архитектурных памятников искусства там, и так далее. Вот. Физика, химия, скажем, это может быть моделирование строения молекулы какого-то вещества. Это будет очень несложно, ее можно будет рассмотреть с разных сторон, повращать. Это может быть какие-то проекты и конкурсы. Вот, допустим, с ребятами из лицея номер 1 мы участвовали в семейном квесте. Так, сейчас мы сделали такой проект. Задание такое было.
ну, это сделать несложно и ученикам 6-5 класса, даже, может быть, и начальной школы. Когда я сама начала это изучать, мой ребенок был в начальной школе, в 4 классе. Он тут же со мной сел, начал моделировать, все сразу же. Ну, дети очень быстро разбираются, им вот этот интерфейс интуитивный сразу же понятен, они быстро включаются. Так, туда включилась. Сейчас я несколько слов хочу сказать о примерах именно... Ой, опять тут щелкнуло, боже мой. Прошу прощения. Так, демонстрация. Как я конкретно в своей работе, я работаю в техникуме, у нас рабочие специальности. Это слесари, автослесари, сварщики, машинисты изготовительных машин и так далее. Вот как вы можете себе представить, что это за контингент, что это за ребята, какой у них средний балл. И мне хочется их увлечь, именно увлечь, вот этим можно очень легко, да, и тем более, что такие темы можно придумать, которые действительно пригодятся им в будущей профессиональной деятельности. Например, вот для сварщиков. В этом году мы провели открытый урок, информатик я, плюс сварщик, мастер по сварке. Вы знаете, что есть такой чемпионат WorldSkills, молодые профессионалы, да? И по данным вот этого официального сайта WorldSkills, сварщик у нас в России самая популярная профессия среди тех, кто, ну, в общем, подает заявки на этот конкурс. И там, когда сварщики прибывают на этот конкурс, там есть перед ними, вернее, выкладывается несколько таких металлических деталей, и они должны из них сварить какую-то конструкцию. Причем им дают сварочный чертеж конкретный, вот, допустим, вот такой сварочный чертеж. Им нужно это все сварить. Мы вот эти вот сварные конструкции моделировали в 3D, рассматривали, в общем, в сечениях и все прочее. Значит, вот здесь у меня есть ссылка. У меня этот, кому будет интересно из информатиков, у меня технологическая карта этого открытого урока выложена на сайте. И если вам будет интересно, может быть, здесь вот, ну, будут эти материалы, да, презентация, можно будет отсюда. А можно еще, прорекламирую свой сайт, просто в Google вы набираете мою фамилию Клочева, и сразу же первая ссылочка будет на мой сайт. И здесь в разделе «Новости», вот у меня открытый урок 3D-моделирования, там тоже ссылочка на вот эту вот технологическую карту, на этот конспект урока. Ну и также много другой информации для информатиков, может быть, какие-то лабораторные работы, можете посмотреть и пользоваться. Ну и что у нас конкретно получилось? Вот эта сварная конструкция из черного металла, они называют ее чайник, там на своем каком-то сленге. Вот это то, что мы делали на открытом уроке. Причем очень интересно, самого учителя, мастера, да, по сварке, для него это был сюрприз. Во время открытого урока я тоже его посадила за компьютер, экран которого был выведен вот через проектор. Говорю, ваш учитель будет сейчас вместе с вами учиться тоже делать 3D модель. Он сел, в общем-то, первый раз, можно сказать, и сделал тоже вот эту модель этого чайника. Сам научился всему. Вот. Значит, если взять, например, другую специальность, машинист лесозаготовительных машин, вроде бы казалось, что они там могут сделать. Да. Мы сделали, также у меня на сайте есть лабораторная работа, организация работы мастерского участка, модель мастерского участка. Мастерский участок в лесу. Так, это непосредственно сама лабораторная работа. И видео, это студенты уже сделали. Ну, конечно, так достаточно примитивно, но вот мастерский участок в лесу, где там бытовки находятся, где какая-то техника, где нижний склад, какие, вот они повторяют, какие бывают варианты выкладки вот этого бревен леса там, и так далее. Ну, трелевочники, которые заготовляют лес. В общем-то, вот такие задачки. Вот еще несколько примеров. Значит, с электриками. Это может быть, предположим, моделирование линии электропередач.
опять же со сварщиками, вот такой навес, такая конструкция. Трелевочники и вот автомеханики, это с автомеханиками мы разбираем стартер. Кроме того, что мы можем строить модели в SketchUp, мы можем еще скачать готовые уже модели, которые до нас были разработаны, и с этими моделями поработать. Собрать, разобрать, предположим. И вот здесь опять же небольшое видео, стартер, да, как он был. И вот он в разобранном виде, мы его разобрали, рассмотрели все детали. Опять же, может быть, нет такой возможности нам все детали закупить, так, чтобы они их рассмотрели, да, взяли в руки, потрогали. Ну, здесь они хотя бы их вот в таком виртуальном виде разобрали, затем собрали. Вот тоже, ну, ребятам, конечно, достаточно интересно это все делать, когда они видят готовые вещи, у них появляется интерес, они хотят сами что-то сделать, надо сами работать. Вот. Ну, это такое обобщение, да, что мы получаем в результате. Что, пока вы прочитаете этот слайд, я еще расскажу о том, что это за программа. Программа бесплатная. Программа бесплатная и, вернее, есть бесплатная версия, прошу прощения, есть бесплатная версия этой программы SketchUp Make. И платная версия SketchUp Pro, которую можно на 1 месяц скачать и попользоваться 1 месяц бесплатно, посмотреть. SketchUp Make там, правда, только для 64-битной системы. Для 32-битной уже не поддерживается, уже не получится скачать на такой Windows. И кроме того, если даже, я вот только не поняла, сейчас какая-то у них модернизация происходит, как будто бы они бесплатную версию заменяют просто онлайн-сервисом. Ну, в крайнем случае есть онлайн-сервис SketchUp. Опять же, вот я сейчас вам покажу. Можно туда зайти с помощью аккаунта Google. У меня на сайте в разделе SLT информатика практические работы есть такая ссылочка, если вдруг вы не сообразите, как найти. Ссылочка моделирования SketchUp Online. Она как раз переходит, ну, конечно, и по Google запросу можно найти, да, моделирование в SketchUp Online. И вот как это происходит, просто небольшой такой мастер-класс. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы тоже за компьютерами посидели. Ну, вот, допустим, как нарисовать там цилиндр, да? Мы рисуем окружность, нарисовали окружность, как это обычно делаем в обычном графическом редакторе. И здесь вот есть такой инструмент, вдавить, вытянуть, и этим инструментом мы вытягиваем, вот у нас появляется объемная фигура. То есть простейшие элементарные фигуры, объемные, строить достаточно легко. А дальше уже возможностей очень много. И очень много, как и по любому практически сегодня вопросу, есть видеоресурсов обучающих, очень таких доступных, понятных. То есть если желание есть, научиться можно, и идей всевозможных масса. То есть у меня идеи не кончаются, множество. Да? То есть, допустим, вот мы делали 3D-модель вот этих сварных конструкций. Теперь я думаю сделать заготовку, потому что они видят уже пластины готовые, да, вот сделать заготовку именно этих пластин, чтобы они ее собрали, разобрали, да, то есть чтобы вот на самом конкурсе было проще сориентироваться, поскольку, как мне сказал наш сварщик, это самая главная проблема. Вот, пространственное мышление не развито, и им сложно понять, как она будет потом вот с этих фигур собираться. То есть вот очень интересно, очень развивает, очень нравится. У меня все, какие вот будут вопросы. А у нас бесплатная версия стоит. SketchUp Make. Да, SketchUp Make — это бесплатная программа, бесплатная. Скачали, установили, да.
Сейчас. Вот так? Все понятно, потому что я чувствую, что что-то не так. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Полещикова Марину Владимировну, представляю гимназию имени Александра Сергеевича Пушкина, преподаватель английского языка. Тема моего выступления – использование различных образовательных платформ. И я для создания онлайн-викторин, тестов и опросов с целью организации формирующего оценивания. С вашего разрешения сразу хочу начать с маленького теста, чтобы показать ту платформу, о которой я более подробно вам расскажу. Значит, у вас на руках карточки, посмотрите, пожалуйста, по периметру карточек есть у вас буковки А, Б, С и Д. Вы сейчас на экране будете видеть вопросы. И если вы посчитаете, вопросы будут либо выбор из двух, либо выбор из нескольких вариантов. И ваша задача будет определить какой-то вариант для себя и поднять, если вы решили, что А-вариант правильный, значит, соответственно, вы поднимаете карточку так, чтобы А-вариант был наверху. Сейчас, одну минуточку. Еще чуть-чуть. Ага. Так, вот вариант появился. Значит, посмотрите, пожалуйста, здесь вы видите себя под разными номерами. Здесь вопрос. Я вот эту вот таблицу могу убрать, но я сегодня оставлю, чтобы вы посмотрели, как это работает. Можно сделать вопрос более крупно и распределить его на весь экран. Но сейчас не это наша задача. Значит, пожалуйста, я работаю с приложением Quizlet. Это, если вы считаете, что вы работаете, то вы отмечаете вопрос А, true, верно. Если не работаете, значит вариант Б. Когда вы выберете вариант, поднимите, пожалуйста, карточки. Я попробую с этого расстояния просканировать. Так далеко, но сканирует, между прочим, по-моему, последний не пробивает. Для класса это вполне достаточно. Обычного класса 30 человек, вот такой размер карточек.
он работает. Все, спасибо. И я перехожу к следующему вопросу. Вопросов не будет много, просто для тренировки. И для того, чтобы вы увидели, как это работает в действии. Следующий вопрос появился. Я знакома с приложением Quizzes. Если да, то верно, если нет, то неверно. Тогда буковка Б. Так, вы видите, отмечается здесь, да, кто ответил, кого я просканировала, потому что возможно, что я не всех могу схватить, немножечко все-таки для такой аудитории, наверное, надо побольше. Ну и еще один вопрос для тренировочки. Ну, я привязана к проводу, поэтому перемещаться не могу. Итак, я знакома с приложением Plickers и использую его в своей работе. Пожалуйста, кто это делает? Поднимите, пожалуйста, карточки. Какие молодцы, так мне сегодня рассказывать уже нечего. Уже все работают. Так, отлично. Так, ну хорошо. Значит, вот вы видите, что... Спасибо большое за участие. И сейчас я быстренько еще покажу, где наши результаты. Значит, вот здесь у нас есть reports. И сразу показывает по каждому ответу вариант. Ну, там у меня еще есть, не удалила, видимо. Так, и если вы зайдем в отчеты, так, сейчас, секунду, немножечко тормозит. Вот, в отчеты выберем демо-класс, выберем сегодняшнюю дату, то мы увидим ответ по каждому варианту. Да? В принципе, все ответы здесь. Проценты показаны, то есть очень все просто, доступно и наглядно. Обратная связь работает на все 100%. Остается только создать тест или использовать готовый чей-либо. Ну вот, это варианты, а верный ответ отмечается зелененьким, неверный красным. Но здесь верный и неверный – это относительно. Верный для меня – это если вы знали и знакомы. И ну, там по предметной это уже понятно будет совершенно другая картина. Значит, вот это я вам показала, как работает в действии, а сейчас перехожу к своей презентации и рассказываю обо всем дальше. То есть так, показ текущий. Ну и что? Угу. Итак, значит, с целью организации формирующего оценивания все это нам помогает организовать. Значит, сервисов и платформ таких очень много. Здесь я просто привожу ссылочки на те, о которых немножечко сегодня обзорно проговорю с вами небольшую информацию. Значит, почему формирующее оценивание, что это такое? И сейчас это так важно в настоящее время, поскольку оно ориентировано на конкретного ученика, выявляет его пробелы и максимально эффективно позволяет ликвидировать эти пробелы. В процессе такой оценочной деятельности педагог получает возможность четко и доходчиво формулировать свои цели для каждого конкретного ученика, для группы, класса и так далее. Ну и, соответственно, определять адекватные способы ликвидации этих пробелов и мотивировать учащихся на достижение максимально возможного уровня и лучшего результата. Что касается школьников, они освоят принципы самооценки и, глядя в зеркало, они льва будут видеть реальное свое отражение, понимать, что я могу, что я не могу, что я могу, где мне надо еще что-то дорабатывать по определенному предмету. Соответственно, улучшается, будет совершенствовать способы более эффективного обучения, будет искать учитель, и учитель и ученик. И ученик разделит с учителем
ответственность за свое образование. Это то, к чему мы, в общем-то, должны стремиться. Ну и можно сказать, что формирующее оценивание – это бесконечный поток обратной связи. Ради чего? Ради внесения корректив в деятельность учителя и достижения наилучших максимальных результатов. Вот те платформы, образовательные платформы, о которых я немножечко сегодня скажу. Это здесь, видите, ссылки на все, они рабочие, я проверяла. Так что, и это ссылки именно на те ресурсы, о которых я буду говорить. По центру образовательные формы, здесь это, я не буду выходить на сайт, это форма, это таблица Google, которую я только вчера быстро набросала, решив привести все-таки в какую-то хоть систему, ну вот то, что вы видите здесь на экране в виде такой диаграммки. Основные моменты здесь показаны. Далее я даю ссылки, поскольку я, как учитель английского языка, никогда не сильно задумываюсь над тем, на каком языке это написано, потому что вы сами понимаете, что большинство идет на английском языке, то когда я готовлю выступление, меня сразу встает вопрос, что надо же людям дать так, чтобы было доступно и понятно, и поэтому ссылки на материалы и инструкции на русском языке для организации работы с этими ресурсами я даю вот в этой таблице. То есть это не ссылки на сами платформы, а это ссылки на материалы, которые помогут другим предметникам сориентироваться быстрее в этих ресурсах. Значит, если мы говорим о Kahoot, это все ресурсы, они предназначены и могут быть использованы для образования, для создания викторин, для создания опросов, тестов и так далее. Все, о чем я говорю, это все бесплатно. Kahoot требует мобильное устройство, поэтому, но это игровой вариант, достаточно увлекательный для детей, но здесь либо у вас должны быть ноутбуки у всех, либо какие-то средства, либо телефоны соответствующие. Обратная связь здесь есть как для ученика, так и для учителя. Если мы говорим создается все очень легко и просто во всех программах, о которых я разговариваю. Quizzes – это тоже и обратная связь есть, и для ученика, и для учителя. Learning Apps, наверное, все более знакомы с этой программой, с этой платформой. Она и на русском языке есть, и много уже материалов наработано по разным предметам здесь. Здесь можно создавать и тесты, и квесты, и викторины, и кроссворды, и все это идет на пользу обучения, поскольку в игровой форме. Но что здесь мне не совсем... То есть это чисто тренировочный вариант, поскольку сбора отчетности учитель практически не получает, обратной отчетности. Но если на уроке вы делаете что-то на доске, тогда, конечно, видите сразу результат. А в принципе, если это дается как домашнее задание, то это чисто тренировочный вариант. Когда в прошлом году я делала эти ссылки на свой сайт с установленным модулом, и тогда я имела результат и по Learning Apps. Learning Chocolate – это в основном для учителей английского иностранных языков очень хороший материал для работы обратной связи ученика. Учитель тоже здесь не получает обратную связь хорошую. Это тренировочный вариант, но обучает письму хорошо детей. Буквально идет на усложнение задания, последнее завершается диктантом. То есть идет теодирование и письмо, и значение слов отрабатывается. Далее видеоуроки тоже, наверное, все знакомы. Хочу обратить внимание на страницу тесты. Она появилась у них не так давно. Тесты создаются легко и не вызывают никаких затруднений. При входе в тест ученик единственное, что должен набрать все-таки свое имя и фамилию, либо вы должны знать, кто за какими-то там никами скрывается. Поскольку тесты открыты для всех и могут их проходить любые дети и взрослые, кому этот тест понравился. Поэтому, когда вы выходите в отчеты, вы видите оценки, то есть вы видите результаты всех.
ну, своих детей просто отбираю, и, соответственно, ну, тоже все процентные отношения по каждому вопросу, все хорошо видно. Participle. Практически ничего вам не скажу по этому пункту, поскольку меня заинтересовала эта программа, когда я узнала, что можно интегрировать опросы в PowerPoint. Но программа оказалась, ну, короткий период бесплатной, а дальше надо платить, я пока ее просто оставила. Quizlet – это одна из моих самых любимых и долго используемых программ, поскольку она очень легка в обращении, поскольку она дает возможность учителю, создав список, например, терминов и список слов или каких-либо заданий, иметь большую раскладку разных вариантов заданий, в том числе игровых и тестовых. И эти тесты, игровые задания и карточки можно как смотреть на уроки онлайн и организовывать игры онлайн. Там есть матч, сопоставление. Детям очень нравится, даже на соревнования устраиваем. Вот. И кроме этого, все, что вы сделали там, можно распечатать, если у вас нет возможности работать с ноутбуками или проблемы с интернетом. Quizlet Live у них появилась вот буквально недавно. Очень мне понравилось, но поиграть мне не удалось. Тоже, видимо, была пробная версия чтобы полностью ее использовать, скорее всего, надо заплатить, а может быть, я еще не разобралась до конца. Но что она дает? Это организуется соревнование прямо в классе. То есть что дети заходят на сайт, регистрируются. Ну, там вот можно написать любую фамилию, потому что и имя, и все что угодно, потому что это вот буквально сейчас в классе. И программа их сразу организует в группы. То есть программа их разбрасывает и формирует группы. В группы они быстренько пересаживаются и работают группой. И там, чем это интересно, именно для групповой работы, поскольку ответ они должны найти вместе, и здесь даже не столько на скорость идет время, то есть результат, а на точность ответа. То есть очень мобилизует, но вот, к сожалению, пока я еще в реальности полностью не использовала. Даю ссылочку на Купер здесь же, поскольку если вы в Quizlet это, конечно, не тестовая программа, это тоже для тренировочный вариант. Вот. Но если вы в Quizlet создали свою карточки, то вы просто берете ссылочку из Quizlet, вставляете ее на сайт в Купер, и у вас сразу вы получаете еще 2 набора игровых игр. Но здесь игры такие, которые нравятся в основном, наверное, среднему возрасту и мальчикам. То есть это стрелялки натуральные. То есть правильный ответ подбираешь, выстреливаешь, либо слово по частям, либо правильный ответ ищешь и так далее. То есть вот такого плана. И теперь я хотела бы более подробно остановиться на Clickers, но я не знаю, вы меня смутили. В принципе, похоже, что все уже знают, как с этим работать. Было, да, поэтому уже знакомы. Поэтому я быстро, буквально, не буду долго задерживать внимание, не выхожу на сайт, сразу говорю, почему Clickers. Ну вот потому что эти карточки, это очень удобно, даже когда нет интернета, можно все сделать, получить ответную реакцию. Не обязательно иметь экран, можно просто дать задание любое, на бумаге распечатанные, дети смотрят, отвечают, выбирают ответы и сигнализируют карточками. Единственное, что они тогда не будут видеть, но у вас на компьютере все равно будет, в интернете все равно будет отчет. То есть, в принципе, экран это только для, если нет вот возможности мультимедийного в данной ситуации, в какой-то момент, да, можно и без этого обойтись, без проектора. Значит, все понятно, что это быстро работает. Для работы необходим вот действительно телефон, один хотя бы, чтобы был подключен, карточки с кодами, и далее макеты карточек печатаются на сайте официальном в разных размерах. Ну, стандартные вот вы сейчас имеете на руках,
это А4, два QR-кода. Расширенный – это 63 карточки. Large Front – это большие шрифты, буковки A, B, C, D, они в большом варианте. И то же самое, большие карточки – это вот здесь А4. Ой, господи, не буду дотягиваться. Короче говоря, один IQ-код на карточке на листе формата А4. И то же самое 63 карточки всего в наборе. Все это распечатывается бесплатно. Вот так выглядит карточка, ответы легко. За каждой карточкой закрепляется класс, дети. То есть я одним набором карточек пользуюсь для нескольких классов. Единственное, что подписывать фамилии надо, когда раздаешь, чтобы было это все быстрее. У меня созданы классы, вот, стандартные рекомендую, потому что в классе работает нормально, даже на 30 человек. Как самый ключевой вопрос – это создание вопроса. Вопрос создается тоже очень легко. В библиотеку надо зайти, набрать новый вопрос, далее забить вопрос. Может быть множественный выбор или верно-неверно. И далее вы вбиваете вопрос, если нужно, добавляете картинку и выбираете либо множественный выбор, либо верно-неверно. Отмечаете правильный вопрос, сохраняете и переходите к следующему. Все это можно классифицировать по папкам, создавая папки. Вот здесь у меня 4 класс, в этой папочке у меня еще много подпапок на каждое упражнение, так что удобнее. Ну и новая, вот вчера я создала новую эту самую папку, Plickers назвала, сохранила ее. И, соответственно, тот вопрос, который первым я создала, можно передвинуть в нужную папку. То есть, если у вас есть набор вопросов в разных папках, то есть вы создавали несколько упражнений и потом решили взять какой-то тест на повторение, вы можете эти вопросы собрать в новую папочку из уже вами созданных. Вот функция передвижения вопроса, используя эту функцию. Ну и когда у вас созданы в библиотеке какие-то материалы, естественно, вы должны создать класс. Класс создается тоже элементарно, добавляете новый класс, называете его. Ну вот у меня, например, учителя здесь. И далее фамилии вбиваете. И самое главное, не забыть, когда у вас создан вопрос и определены классы, добавить его в очередь, этот вопрос. На каждый урок я добавляю в очередь вопросы, то есть, ну, в данном случае я добавляла учителей, да? Вопросы к учителям. Ну, итог. Создали папки вопросов, создали классы, которые мы хотим задать вопросы, добавили вопросы в очередь, и это все подготовительный этап. С опытом это занимает очень мало времени, то есть очень достаточно временно незатратный процесс. Далее идет процесс опроса. На компьютере открываете сайт Plickers, на своем мобильном приложении Plickers, и далее сканируете ответы. Обязательно на компьютере набираем Live View, иначе вопросы дети не увидят, если вы работаете с проектором. Ну и это уже вот все, что я говорила, это идет раскладка этого же. Так, сканируете, переходите к следующему вопросу. Вы видели, что диаграммы построены, и можно сделать общую сводку отчета по классу, можно сделать по каждому ученику. Проценты есть, легко выставлять, переводить их в отметки. Там был просто сайт, с которого я частично брала информацию, просто чтобы быть не голословной. Так, как можно использовать возможности данного приложения? Вот это как раз на основе того сайта. Значит, цель. Фронтальный опрос в конце урока, в начале урока. Я думаю, что каждый из вас может придумать. Учителя иностранного языка могут использовать до чтения текста, после чтения текста, до текста по аудированию, после текста по аудированию. То есть это возможно. Значит, они еще предлагают, вот, представители этого сайта предлагают
дать материал в одном классе одним образом, в другом другим образом, провести тестирование и сравнить результаты. В любом случае, это возможность хорошего анализа учителя в динамике, потому что все это сохраняется, можно архивировать все эти данные, можно распечатывать в Excel, сохранять для себя, то есть базы для анализа достаточно. Но, конечно же, можно проводить рефлексию в конце урока, в начале урока. Это всевозможные сейчас варианты. И я бы хотела еще обратить ваше внимание на любые тестовые, все. Я просто сейчас говорю о фликерсах, но в принципе все, что я сейчас говорила по использованию на уроке, можно с любым из тестовых вот этих вариантов проводить. И вот хочется обратить внимание на сайт, потому что возможно все эти варианты использовать для осуществления критериального оценивания. Нам сейчас это очень важно, и к этому мы постоянно ведем детей. Значит, есть хороший сайт, Rubista называется. К сожалению, он на английском языке и на испанском, по-моему, еще. Ну вот я вчера попробовала, поискала, материалов нет. Значит, вот видите здесь, зато он дает 10 возможных критериальных таблиц по 10 темам. Ну, это перевел Google переводчик, я не корректировала, просто вбила и все, чтобы было быстрее. Значит, посмотрите, устные проекты можно оценивать, всевозможные продукты, там будет понятно, мультимедиа и так далее, музыка, чтение, то есть спектр очень большой. И вот так выглядит то, что скрывается за этими основными моментами. Значит, устные проекты, обсуждение в классе, как оценить критериально можно, историческая игра, интервью, создание карты, видео, дизайн и так далее. То есть наука, лабораторный отчет, научные чертежи, то есть спектр действительно очень-очень большой. И даже вот здесь рабочие, но это не рабочие навыки у нас идут, а УУД, то есть общеучебные навыки оцениваются. Навык совместной работы и так далее. Чтение, музыка и все прочее. Это сейчас то же самое я показываю. То есть работать тоже легко. Выбрали, например, хотим оценить устные проекты. Выбрали эту вкладочку, вышла раскладка, выбрали оценивание устной презентации. Далее мы вбиваем здесь либо мисс, либо мистер, либо ничего, имя, фамилию, название той критериальной таблицы, которую мы хотим создать. И вот здесь обязательно надо вбить 3 девятки, потому что мы являемся представителями, то есть это программа американская, а мы извне. Поэтому 3 девятки обязательно надо вбить, чтобы видели, что это не они. Здесь здесь вот это просто тоже скан переводчика, просто чтобы было понятно то же самое. И вот сканирование критериальной таблицы, как она выглядит. Значит, вот здесь выбор идет. Вот она перевело здесь переводчик сделал перевод, а вот дальше почему-то не захотел. Значит, здесь категорию выбираем. Вот, например, говорит ясно, да, нам надо. Далее нажимаем, и вот сюда выходят все варианты критерий. Не надо уже человеку думать и соображать, как это все сделать. Но, в принципе, здесь тоже можно перевести еще, наверное, как-то, я просто уже не добиралась. Ну, все понятно. Говорит четко, ясно, 195% времени. Но для англичан, для иностранцев важно, не делает произносительных ошибок. Ну, и за это получаем 4 балла. Здесь идет по уменьшению. Здесь вот уже делает там не более 2-3 ошибок. И единицу получает, если что-то говорит нечетко, неясно и произносит неправильно слова и так далее. В принципе, можно сюда забивать любые свои критериальные требования и получать такие же таблицы. В результате, здесь сейчас это все на английском, в результате здесь идет предварительный просмотр, то есть создали таблицу, предварительный просмотр сделали, можно вернуться, отредактировать ее. Далее, эту же таблицу можно сразу распечатать, не пробовала, не знаю в каком формате. Вот загружает в Excel, можно ее загрузить в Excel. И если вы хотите ее сохранить надолго, чтобы потом когда-то вернуться и редактировать, то ее надо выложить онлайн. Но если этого не сделать, она, по-моему, через 2 недели
закрывается и так далее. Но смысла особого в этом нет, потому что вы можете это загрузить и иметь у себя уже где-то. Вот. Ну, это то же самое. И вот так выглядит уже таблица в Excel, готовая таблица в Excel. Значит, здесь название, здесь мое имя, здесь для студента, который будет критериально оценивать ответ своего товарища, и категория, да, так как по которым. Я думаю, что я, в принципе, работаю с критериями. Правда, с этими таблицами еще не работала, не пробовала создавать, но дети у меня сейчас 4-5 класс, они работают по критериям, оценивают детей очень хорошо, поэтому это просто чудо. Ну и после американцев зашла на сайт, который я еще не знала до сих пор, NEPOD называется, и хочу его тоже вам порекомендовать. Здесь вот эта вот ссылочка на сам сайт, а это ссылочка на видео на русском языке. Ну вот мало материалов на русском об этом сайте, но он очень хороший, и что мне понравилось, то, что я уже попробовала, здесь можно вот во-первых, можно загрузить свою презентацию, готовую уже. Сразу она загружается туда. Единственное, что теряется вся мультимедийная, это самое, PDF-файл загружается, и мультимедийность пропадает. Но зато мы приобретаем возможность к каким-то своим материалам сразу создать тесты. И они там создаются легко, просто и доступно. Можно загрузить видео, ну и картинки, и тексты, и все прочее. То есть, ну, надо посмотреть, и я думаю, что вот эти вот, то, что я там показывала, PowerPoint и Plickerspol, она, вот эта вот программа, наверное, сможет заменить. И еще хочу обратить внимание на программку, которую тоже использую не очень широко, но она интересная и игровая тоже, и обучающая, игровая. Ребенку она дает обратную связь сразу, моментально. Учителю, конечно же, здесь проблематично. Здесь у меня ссылка на видео на русском языке для учителей языка и литературы, то есть вы видите, что используют, да, разные предметники. А здесь для учителя английского языка тоже на русском языке. Здесь ссылочка должна быть заканчивана, то есть тоже можно на мобильное устройство закачивать и так далее. Ну, благодарю за внимание. Да, она здесь. Она здесь. Там ссылок очень много, и все рабочие, поэтому если кого-то заинтересовало, просто уже можете заняться конкретным.
Так, значит, мое выступление, как сказал Вячеслав Алексеевич, чисто ознакомительное. В апреле 2018 года запущен региональный проект «Безопасность детей и подростков в сети интернет» в Республике Коми. Значит, всем нам известно, что проблема обеспечения безопасности детей и подростков сверхактуальна и многосложна. И проблема детской безопасности в интернете – предмет, требующий скоординированного решения на всех уровнях. И в решении этой проблемы необходимо действовать системно, использовать не только правовые регуляторы, а также технические и технологические возможности. Этой проблемой в регионе занимаются несколько субъектов, институтов государственной власти и управления. И деятельность фактически не координировалась, поэтому был создан координационный совет сторонников партии «Единая Россия» в Республике Коми, общественные соинициаторы, соорганизаторы – это Общественный совет при Министерстве внутренних дел по Республике Коми, некоммерческое партнерство IT-ассоциация Республики Коми. Ну и понятно, что при поддержке и участии Государственного совета Республики Коми, администрации главы, Министерства образования, Министерства внутренних дел и так далее, достаточно многих субъектов. Так, не секрет, что наши дети российские проводят больше времени в сети интернет, чем в других странах. 2/3 их не скрывают свою интернет-активность от родителей, и более половины сталкивались в сети с нежелательным контентом. 20% родителей не предпринимают никаких защитных мер, и столько же родителей используют технические средства защиты. Значит, мы сейчас познакомимся просто с презентацией «Отцы и дети онлайн», чего не знают родители. Значит, данная презентация, данные исследования «Растим детей в эпоху интернета» проводились в лаборатории Касперского, и в ходе приняли участие около 4000 семей с детьми от 8 до 16 лет. В России, США, Великобритании, Германии, Франции и так далее. В России было опрошено 540 семей. Ну и что мы видим? 56% всего постоянно российских детей проводят в сети интернет, что намного больше времени, чем их ровесники в Европе и США. 66 детей не представляют свою жизнь без смартфонов, 56% детей уже сталкивались с угрозами в сети, 10% родителей в России считают, что их дети видели в сети нежелательный контент, и 55 детей об этом открыто уже говорили. Так, при этом наши дети скрывают свои нежелательные для родителей активности в интернете и действуют, выходят в интернет, когда родителей нет рядом, 18%, 16% защищают устройство паролями, 14% принимают специальные программы, которые позволяют скрыть приложение, и 10% удаляют историю поиска в браузере. При этом 47% взрослых считают, что дети ничего не скрывают от них в интернете. Значит, мы, родители, прежде всего опасаемся негативного влияния на здоровье ребенка, это 60%. Более 50% появления у детей интернет-зависимости, что дети наши увидят нежелательный контент, общение с незнакомцами. 36%, что общение с незнакомцами может перерасти в реальное общение в жизни. И что при этом предпринимаем мы, родители? 20% ничего не предпринимаем, и только 20% тоже используют защитное ПО с функциями родительского контроля. Значит, за последние 12 месяцев приведенная статистика, где гуляют дети в интернете. Мы видим почти 70% средства интернет-коммуникаций, это социальные сети в основном, а затем у нас идет по возрастающей, это алкоголь, табак, наркотики, аудио-видео, компьютерные игры, коммерция и так далее, оружие, азартные игры и так далее. И здесь на этом слайде представлено, что на самом деле необходимо бояться нашим родителям и нашим детям. И какая скрытая угроза подстерегает наших детей в сети интернет. 90% московских школьников признали, что хотя бы изредка получают предложения дружбы в социальных сетях от незнакомых людей. И подвергались кибербуллингу
секстингу, предложением наркотиков и так далее. И безопасное общение в сети интернет. Необходимо общаться, конечно, доносить до наших детей только с теми, кого вы знаете лично. Ни в коем случае не общаться с анонимного аккаунта, не раскрывать своих личных данных, не общаться с кем попало. При этом данные, которые делятся наши подростки, чаще всего это свой телефон, город, номер школы, родственные связи. При этом наши дети не так уж защищенно чувствуют себя в сети. Более 73% детей чувствовали бы себя безопаснее, если бы смогли откровенно обсудить с родителями опасности в сети. 83% детей не совершают попыток обхода программ родительского контроля, и 70% детей говорят, что попали на сайты с ненужным контентом просто случайно. Значит, что необходимо делать? Установить правила, дружить со своим ребенком, настроить приватность в социальных сетях, безопасный режим на том же Ютубе, на поисковиках, в Google безопасный поиск и так далее. Программное обеспечение для детской онлайн-безопасности. Все эти ссылочки здесь представлены. И считать, что забота о ребенке – это нормально. Так, теперь, что предпринимается в данном случае вот как раз координационным советом? В Республике Коми каждый субъект профилактики ведомства, образовательные организации, вы уже сталкивались, проводят достаточно много работы по ограничению влияния интернет-опасностей, и много проводится профилактических мероприятий и акций. Министерством образования совместно с Роскомнадзором запущены уроки безопасности в сети интернет в образовательных учреждениях. Короткие, понятные, емкие рекомендации методические направляются в электронные школьные дневники, тем самым охватывая часть родителей. Также разрабатывается ряд широко других методических рекомендаций для родителей. На федеральном уровне проводится масштабная работа по направлению обеспечения информационной безопасности. Создана Лига безопасного интернета, существуют недели безопасного интернета, проводятся различные мероприятия, Республика Коми активно в этом участвует. В рамках федерального проекта «Крепкая семья» по направлению «Школа грамотного родителя» тоже регулярно проводятся встречи с родителями, обучение их работе с инструментами, обеспечивающими безопасность в интернете, и многие другие. Данная работа сейчас будет скоординирована, и на сегодняшний день она уже, координационный совет начал свою работу, и то есть данная работа будет представлена в системе, то есть уже со следующего года учебного. Угу. Нет, это именно российская. Это Москва, да, это Россия, именно по России 607, 547. Так, следующее выступление у нас Светлана Леонидовна.
Так, добрый день. Я Баженова Светлана Леонидовна, учитель информатики физико-математического лицея-интерната. Значит, то, о чем я сейчас хочу сказать, это некий опыт или анализ вот моей работы. Рано или поздно перед любым учителем информатики становится такой выбор. На каком языке преподавания вести раздел, на каком языке программирования, простите, вести раздел, соответствующий раздел информатики. Если проводить некую статистику по республике Коми, то получается, что один из самых популярных языков это по-прежнему остается Паскаль. На втором месте стоят C++, возможно, и где-то там более или менее проглядывает Java. В последние годы достаточно популярным становится сравнительно молодой язык программирования, который называется Python, Python, ну, в зависимости от того, как вы произносите. В течение 4 последних лет в одном из классов физико-математического лицея я вела раздел программирования именно на Python, и теперь уже появились первые результаты. 11 класс закончил очередной курс, они сдали ЕГЭ, и теперь можно уже подводить какие-то, говорить о каких-то результатах. У меня приводится некий 8 критериев сравнения данных. О двух языках я буду говорить, о наиболее популярном языке и о языке Python. Я не говорю теперь о языке C++ и о других языках, поскольку они не так популярны. И, во-вторых, я считаю, что язык C++, в частности, в качестве первого языка программирования, он достаточно труден для обучения и, может быть, нежелательно предлагать его абсолютно всем учащимся. В качестве олимпиадного языка или в качестве второго языка программирования C++ он достаточно хорош. Итак, значит, первый критерий – это выбор тех учеников, которые освоили обе среды программирования. Вот как раз у меня 11 класс, который заканчивает теперь, они знают оба языка, но и их выбор в этом случае абсолютно однозначен, они выбирают Python, используя, возможно, те же самые критерии, о которых я скажу дальше. Следующий. Интуитивная понятность, вот такое красивое выражение основных конструкций языка и кода в целом. Если вы знаете несколько самых расхожих английских фраз и английских конструкций, то, в принципе, у вас и Python, и Pascal, наверное, здесь находятся на одинаковом уровне. А если ваш ученик учит другой язык, к примеру, там немецкий, испанский или любой другой, то уже через несколько занятий он все эти несложные конструкции освоит и дальше будет пользоваться ими, ну, уже достаточно уверенно. Следующий. Поддержка длинной арифметики. Поддержка длинной арифметики здесь, возможно, нужно будет сказать более подробно. В зависимости от типа используемых величин, Паскаль может использовать числа либо в 2 в 31 степени, это первая строка, которая написана слева, либо число 2 в 63 степени минус 1. Ну вот это такие числа, они действительно очень велики и, возможно, могут оказаться уже достаточными для решения стандартных задач. Что касается Python, он может использовать любые, сколь угодно, большие числа, как целые, так и вещественные. Речь в данном случае идет именно о целых числах. И, в принципе, любое сколь угодно большое число может быть им представлено и может быть им выведено. Следующий критерий – динамическое распределение памяти. Динамическое распределение памяти. Здесь следующее. Когда мы рассматриваем или пишем программу на Паскале, мы должны, во-первых, обязательно описать все переменные, которые будут использованы, обязательно указать их тип. А если речь идет о составном типе данных, вот как в данной строке, где мы рассматриваем массив, то мы должны указать еще и максимальное количество элементов, которые мы можем в данном случае использовать. И причем неважно, сколько элементов на самом деле мы будем использовать. 10, 1000 или 50, память будет выделена, память будет занята вне зависимости от того, будет ли она у нас реально использоваться. Дальше. Одна из самых распространенных ошибок, которая вот в данном случае приведена и перечеркнута. Если мы указываем какой-то определенный тип данных, то мы не должны в Паскале выходить за пределы этого типа. Это приводит либо к ошибочному результату, либо к сообщению системы об ошибке. Вот. Что же касается Python.
то здесь, в принципе, нам достаточно легко и просто. Память у нас распределяется динамически в тот момент, когда величина получает какое-то значение, и там уже не важно. Здесь даже указано, что один раз одной и той же величине мы можем присвоить значение какое-то целочисленное, второй раз этой же самой величине мы можем задать значение, относящееся к какому-то другому типу. Память резервируется и освобождается именно в тот момент, когда это необходимо. И здесь у нас, опять же, нет необходимости заранее резервировать количество элементов в каких-то составных типах. Это также происходит динамически. То есть вот если мы будем говорить о некой экономии памяти, то она вот здесь налицо. Вот. Дальше. Следующий критерий, который у меня будет представлен, если я правильно помню свою презентацию, это краткость самого исходного кода. Можно даже вот здесь какую-то часть продемонстрировать. Здесь вот 3 строки или 2 строки, которые у нас занимают присваивание начальных значений какому-то составному типу. И вот здесь вот 1 строчка, которая занимает то же самое. Итак. Краткость кода я хочу рассмотреть на стандартной программе. Ну, какая стандартная программа? Есть некий массив, который состоит из каких-то, допустим, целых чисел, и нам нужно просуммировать числа, которые отвечают определенному критерию. Например, нужно просуммировать те числа, которые делятся на 3. Вот код, который эта программа занимает на Паскале, и вот код, который эта программа занимает на Питоне. 2 строчки. Понятно, что здесь может возникнуть вот такое возражение, ну как же там интуитивная понятность и все такое прочее. Можно сказать следующее, что на самом деле вот такой код, вот в эти несколько строчек, его можно написать и здесь. Вот эта краткая запись, она возникает лишь после какого-то 1-2 занятий, когда они действительно понимают, что можно написать так, можно написать короче, на это уйдет меньше времени и выглядит достаточно все привлекательно с этой точки зрения. Дальше. Следующий критерий – видимая структура программы. Как тот и другой язык, они являются структурированными. То есть те или иные блоки программы каким-то образом выделяются. В Паскале это так называемые операторные скобки. Начало и конец соответствующего блока определяются словами begin и end. Как там написана сама по себе программа вот между begin и end, неважно, с любыми отступами. С любым количеством на одном уровне, на разных уровнях и еще как-то. То есть вот видимую структуру программы здесь можно не соблюдать. Если с точки зрения программы кода она написана правильно, то она будет работать вне зависимости от того, как вот эта структура создается. Python вам этого просто не позволит сделать. Здесь не только существующая по факту структура программы, она должна быть видна и в самом коде. То есть вот опять же та же самая задача, которая написана на Паскале, которая написана на Python, вот она, структура программы должна быть именно такой. Любую другую структуру, неправильную программы, Python у вас просто не примет. То есть по этому критерию Python, ну, на мой взгляд, тоже выигрывает. Дальше. Олимпиадное программирование. Олимпиадное программирование, здесь можно привести следующую статистику. Значит, в последние годы, если мы будем рассматривать олимпиады достаточно высокого уровня, финалы региональных олимпиад, финал Всероссийской олимпиады школьников по информатике, то Паскалем теперь уже никто не пользуется. Несмотря на то, что во всех инструкциях, во всех памятках участника говорится о том, что на Паскале возможно полное решение всех задач, которые дают 100 баллов в итоге. Самыми популярными языками теперь на олимпиадах высокого уровня являются как раз C++ и Java. Что же касается Python, он хорош абсолютно всем. Он хорош абсолютно всем, кроме одного единственного минуса. К сожалению, из-за того, что этот язык является интерпретируемым, скорость выполнения программ по обработке больших объемов данных, она несколько ниже, чем на соответствующих языках высокого уровня, на тех же плюсах
и на том же Паскале. Поэтому у нас есть ученики, которые пишут программы, в том числе и финалы Всероссийской Олимпиады на Питоне, но они должны быть готовы к тому, и об этом специально упоминается во всех памятках, что эта программа не пройдет все тесты, те, которые обрабатывают большие объемы данных. Но с практической точки зрения, далеко ведь не все ваши ученики пойдут в олимпиадное программирование и будут решать там задачи. С практической точки зрения, опять же, Python очень хорош. Возможно, вам известно, что имеется некая платформа GitHub, которая занимается разработкой программного обеспечения, разрабатывает разные приложения, сотрудничая с такими известными компаниями, как Google, как Apple и рядом других программ. И они периодически выводят некий рейтинг популярности соответствующих языков программирования. По крайней мере, раз в полгода такой рейтинг выводится. Вот данные последние этой платформы за март 2018 года. Видно, что самый популярный язык здесь, в данном случае JavaScript, Python теперь находится на втором месте. Понятно, что пятерка самых популярных языков, она так или иначе скачет, так или иначе изменяется, но опять же за последние данные, за последний год, с 2017 по март 2018, которые я нашла, Python из пятерки популярных языков не выходит. Паскаль здесь просто не присутствует. Нет ни одного приложения, которое бы было разработано именно с помощью этой среды программирования. То есть с точки зрения практического применения Паскаль 0, Python, соответственно, имеет достаточно высокий рейтинг. И перед тем, как сделать вывод, который, наверное, для всех уже является достаточно очевидным, по поводу результатов обучения на Python. Они у меня появились теперь впервые. Дети сдали ЕГЭ, несколько дней тому назад появились результаты ЕГЭ. Что я могу сказать? В прошлом году у меня заканчивали дети, которые писали исключительно на Паскале. Был один результат в 100 баллов, были несколько результатов под 90 баллов, и средний балл выполнения программ 82 по нашему лицею. Что же касается этого года, 100 баллов у нас тоже есть, это один результат. Остальные результаты тоже столь высоки, что средний балл 89,6 по нашему лицею. То есть понятно, что здесь еще имеются индивидуальные критерии, но рост аж на 7 баллов, возможно, о чем-то также говорит. Опять же, вывод, он перед вами, он достаточно очевиден, и я на этом заканчиваю, если вопросов не будет. Большое спасибо. Я бы, да, однозначно, с учетом того, о чем уже было сказано, и о результатах ЕГЭ.
Добрый день, я вас не вижу. Раз, два, три, четыре, пять. Меня слышно? Да, слышно, но не видно. Так, она нас не будет видеть, да? Видимо, она... Нет, наверное, нет. То есть, по всей видимости, вы нас не будете видеть. Я вас не буду видеть, да? А вы меня видите? Да, вас видим, да. Сейчас то есть вы видите мой экран, тогда вы мне просто будете говорить, что сейчас у вас на экране, хорошо, потому что я хочу и со своего экрана демонстрировать, и со смарт-доски демонстрировать материал. Да, сейчас подождите немножечко, мы сейчас соберемся вот в аудитории. Угу, хорошо. Ну, минуты 2-3. Угу, ладно. Оля, вы можете нас видеть на трансляции, если у вас там есть возможность. Ну, это я потом посмотрю, мне сейчас будет неудобно. Так, мы все в сборе, да? Продолжаем? Значит, ну вот у нас дистанционное выступление сейчас будет из Ухты. Выступает Ольга Михайловна Носова. Носкова, да, извиняюсь, Носкова. Программирование с 5 класса. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня очень много говорили о программировании, и мы, учителя Ухтинского технического лицея, понимаем, как действительно важна эта тема, решили заниматься с ребятами программированием, начиная с 5 класса. Ну, во-первых, почему мы решили, что нашим ученикам это необходимо, даже если ребенок не захочет посвятить свою жизнь программированию. И вот эти аспекты, кстати, мы приводим и для родителей, приводим родителям, которые иногда против того, чтобы их ребенок тратил время на такую вещь, как программирование, аргументирует это тем, что оно в жизни ему не понадобится. Так, на экране... Да, все хорошо видно. Да, хорошо, отлично. Так, ну, во-первых, программирование развивает логическое мышление. Один из основных аспектов универсальных учебных действий – это познавательные универсальные учебные действия, умение учиться. Куда же сейчас нам без них? Вот это умение прогнозировать ситуацию, умение проиграть, если то иначе, естественно, необходимо не только будущему программисту, но и любому здравомыслящему человеку, который хочет достичь каких-то успехов в своем будущем. Кроме того, программирование приучает к краткости и порядку. Ведь даже где-то мы пропустили какой-то один символ, все, у нас программа уже не работает. Не секрет, что компьютеры сейчас повсюду. Так вот, программирование помогает понять устройство компьютера. Современные дети ведь с самого начала окружены технологиями. Но уметь пользоваться, просто научиться пользоваться технологиями, это совсем не то же самое, что понимать принцип их работы. И в том числе это помогает научиться определять не только какой-то там некачественный код, неправильный код, но и лучше понимать окружающий мир, по каким именно причинам не работает то или иное устройство, где произошел тот или иной сбой.
В-третьих, естественно, программирование учит работать в команде и перенимать опыт других. То есть развивает коммуникативные, регулятивные, универсальные учебные действия. Не секрет, что в какой-то момент всем нам приходится копировать чужой код. И это совсем неплохо, зачем изобретать велосипед, если он уже есть. Но разобраться в чужой программе, понять, как она работает, суметь приспособить ее под свои нужды, на самом деле это иногда сложнее, чем написать собственную программу. Поэтому перенимать опыт других, здесь ребята тоже учатся. Ну и сложные программы они, конечно, обсуждают и пишут вместе. Не секрет, что далеко не каждый ребенок может и хочет выступать со сцены. Петь, танцевать, читать стихи, но фактически каждый ведь ребенок, ну, по крайней мере, 99% любит работать с компьютером и за компьютером. Так вот, программирование раскрывает творческие способности в том числе. Вот сегодня, например, говорили о робототехнике. То есть умение программировать, умение, например, создать какую-нибудь свою, пусть сначала даже примитивную игру, какой-то веб-сайт, это тоже возможность самореализоваться, а потребность самореализации все люди испытывают. Программирование у нас повсюду. Это далеко не узкоспециализированный навык. Разработчики востребованы гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд, потому что различные программные обеспечения используются практически во всех областях и науки, и техники. И умение писать код открывает двери в любые сферы человеческой деятельности. И, естественно, расширяет возможности трудоустройства, и для работодателя человек, который умеет программировать, это значит человек, он умеет может логически мыслить. И так же, как владение иностранным языком, знание основ программирования в нашу цифровую эпоху, это показатель образованности. К тому же дети очень быстро учатся. И вот мы прежде всего для себя решили, сделали этот вывод, что программирование, как одно из самых важных в 21 веке умений, которое пригодится в жизни всем, и начинать программировать нужно как можно раньше. Необходимо учить детей программированию как можно раньше. И самое хорошее время это, естественно, в детстве. Ну, с такими доводами, я думаю, трудно не согласиться. Встал вопрос, с чего же начать? Какие проблемы стояли перед нами? Во-первых, как заинтересовать? Естественно, ребенку интересно работать с компьютером, на уроке они радуются, когда мы говорим, все, сейчас по машинам, сейчас по компьютерам, но одно дело что-то там рисовать, набирать текст, то есть выполнять действия, которые достаточно несложные. Другое дело написать программу, ведь это требует уже действительно значительных умственных таких вот усилий. И вторая проблема – это связь с математикой. Наша цель вообще была в конце 5 класса научить детей программировать математические задачи, но при этом сложность как раз в том, что выражения с переменными пятиклассниками еще не очень знакомы, они не очень хорошо еще и уравнения решают, и вот эти вот абстрактные какие-то x, y, они с ними еще не очень хорошо знакомы. Ну и как мы выходили из этих проблем? Заинтересовать. Ну, наверное, что может быть интереснее, чем организовать диалог с этой самой машиной. Причем, когда этот диалог ты организовываешь вот именно сам. То есть ты что-то спрашиваешь, компьютер тебя что-то спрашиваешь, ты что-то ему отвечаешь, потом компьютер что-то спрашивает, что-то тебе отвечает. И вот это вот, начиная вот с примитивной вроде бы программы организации, ну, как тебя зовут? Меня зовут Петя. Здравствуй, Петя, вызывает у ребят неописуемый восторг, ура, он со мной поздоровался. И вот как раз вот буквально 2-3 урока на все это уходит, и в рамках этой программы мы изучаем как раз и команды ввода-вывода, и форматы вывода. Причем ребята так увлекаются, что некоторые приносят вот эти вот самые программы, диалоги аж на несколько страниц из дома, как домашняя работа. И потом их уже бывает трудно, опять же, направить в сторону математики.
направляем в сторону математики, опять же, мы с помощью такой, тоже вроде бы несложной, ну для нас несложной программы, для ребят это достаточно сложно, это программа-калькулятор. То есть просто ввести два значения, посчитать их в сумму. И вот здесь опять же перед нами проблема. Вот теоретического материала ведь очень много. Вот что самое такое важное должен понять ребенок, без чего он не сможет дальше программировать. И вот здесь вот, у меня, например, от 2 до 3 уроков уходит на то, вот просто на что такое переменная в программировании, чтобы ребята поняли, что вот это именно область памяти компьютера. Все мы в учебниках видим, что нарисованы вот эти вот квадратики, ящички, что переменная это как какой-то ящик, куда мы что-то положили. Вот. И вроде, когда мы это говорим, ребятам понятно. Когда начинаем писать программу, мне понятно, что А равно Б и Б равно А здесь не то же самое, что в математике. Поэтому тут нам на помощь приходит уже и смарт-доска. Сейчас переключусь. Видно? Да. Так, и вот смарт-доска. Ребята, например, с удовольствием работают вот с этой тоже. Ольга Михайловна, мы сейчас видим вас, а не доску. Да вы что? Да. Так, сейчас еще раз попробую. А вот сейчас нормально. Увидели, да? Да, видим. Доску, да? Да, видим доску. Все, хорошо. Так, ребята с удовольствием, вот, ну, прям просятся к доске, чтобы поиграть вот с этими циферками, что А равно Б. Видно, да, как я двигаю, да? Видно? Видно. Вот, чтобы что такое А равно Б, Б равно А. И вот таким образом мы на уроке понимаем, что оператор присваивания, он совсем не то, что оператор просто равно в математике. И то, что он главное в программировании, это тоже. Дальше. Наша все-таки проблема-то в чем? Программировать математические задачи. В математике ребята работают с конкретными, по крайней мере в 5 классе, с конкретными числами. И когда мы здесь вот как раз работаем, заодно изучаем, что такое, понимаем, что такое трассировочная таблица, важность трассировочной таблицы и то, что без трассировочной таблицы найти именно логическую ошибку программиста очень часто бывает трудно, а иногда просто и невозможно. Теперь задачи. Ну, у нас дети все-таки такие достаточно отборные, поступают сюда по конкурсу, сдают экзамен в математику, и поэтому мы не боимся давать им математические задачи. Но когда они первый раз вот видят вот эти вот буковки X, Y вместо привычных и чисел, они, конечно, в растерянности, в шоке. Вот эти задачи мы с ними решаем где-то, наверное, месяца через 2 уже, через 2,5, это получается вторая четверть, да, конец второй четверти, после изучения программирования. Как тут мы выходим из ситуации? То есть мы решаем эту задачу сначала математически, то есть вот эти конкретные, какие-то вот эти вот переменные мы берем как конкретные числа. И составляем табличку, математический способ решения задачи, а рядом элементы программы, которые соответствуют этому самому математическому способу. То есть x равно 60 км в час, значит надо этот x ввести с клавиатуры. Далее, вот эту формулу написали, вот сложность как раз для ребенка в чем? То, что вот команда присваивания, вот это новое значение надо занести, опять же, в область памяти компьютера. Для этого завести вот эту самую новую переменную и ей присвоить это значение. На первых порах ребята просто даже вот так вот для себя проводят. Ага, вот это вот 60 это x, значит здесь я пишу x. Так, тут двойка это то, что дано, здесь я напишу двойку. Так, здесь у нас тройка это было z, здесь я пишу z. Вот. И ну, это тем, кому достаточно тяжело дается, то есть они просто проводят вот прям такой аналог, где какое число, и вместо числа записывают вот эту самую букву. Но постепенно, через 2-3 задачи, они понимают суть, опять же, переменные в задачи, уже умеют вводить, да, эти новые переменные, и таким образом мы потихоньку учимся с ними программировать уже и достаточно сложные задачи. Ответ – это вывод на экран. Ну вот примеры задач.
Потом они сами составляют эти таблицы. Хочу еще показать первую нашу самостоятельную работу, которую мы проводим. На презентацию сейчас переключаюсь. Видно? Да. Ой, нет, не видно. Видно, наверное, экран. Так, сейчас. Нет, видно задачу. Видно. Нормально. Видно. Вот как раз наша первая самостоятельная работа, которая проводится, ну, через, наверное, через 4-5 уроков, да. То есть, как работает команда вывода, то есть форматы вывода, и организовать небольшую программу диалог. Причем самостоятельно, даже когда они пишут программу, мы стараемся проводить без компьютера, то есть уже в режиме ЕГЭ. Так, контрольная работа, которая пишется в конце первого полугодия. И уже годовая контрольная работа, когда они знают уже части, проценты в математике, и мы, конечно, их тоже все эти задания включаем. Дополнительное задание, могу сказать, что далеко не каждый, даже старшеклассник, с ним справится, проверено на опыте. Ну и для чего мы это все делаем? Естественно, мы учебное заведение, которое должно участвовать во всех олимпиадах, у нас должны быть хорошие результаты по ОГЭ и ЕГЭ. И количество призеров городской олимпиады по информатике, вот они перед вами. То есть 3 года назад 8 человек, год назад 9 человек. И в этом году мы первый раз отправили 7 и 8 классы на информатику. И надо сказать, 7 классы, 2 человека у нас попали в призеры. То есть набрали больше половины баллов, которые требуется для того, чтобы стать призерами. Ну, естественно, к чему мы всегда стремимся, это чтобы ребенок хорошо сдал экзамены. По информатике девятиклассники у нас практически все сдают информатику. Вот 3 года назад из 74 58 выбрано, было 2 тройки, 16 четверок, 40 пятерок. В том году уже 45 из 52, количество троек, как вы видите, сошло на нет. И в этом году 100% ребята выбрали информатику, 4 была только одна, и то ему 1 балла не хватило до 5, все остальные были 5. Естественно, мы считаем, что здесь в том числе и вклад то, что программирование мы все-таки начинаем изучать раньше. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие будут вопросы к Ольге Михайловне, коллеги? А вот базовый язык программирования все-таки какой? У нас Паскаль, да, у нас Паскаль. Мы тоже думали насчет Python, но учебники, вот у нас новые учебники приходят, и мы скачали эти учебники, мы работаем и сначала по Боссовой, потом по Симакину, везде идет Паскаль. А вот этот курс с 5 класса, сколько он у вас уже реализуется? Так, с 5 класса у нас получается 7-й, 8-й, 4-й год. 4-й год. Так, или 3-й, Лидия Александровна? 3-й, 4-й, наверное, да? 4-й. Мы семиклассников, 4-й год, да, 4-й год. Коллеги, какие еще будут вопросы, пожалуйста? Вопросов нет. Спасибо, Ольга Михайловна. Вас ждет сертификат. Вы нам напишите адресочек, куда нам отправить его по почте. Хорошо, хорошо. Спасибо. Так, коллеги, продолжаем. Вот, по нормам Сан-Пина, сколько положено минут на уроке, чтобы дети работали с компьютером? Вот этот вопрос меня очень сильно сейчас как-то взволновал. 10 минут. Потому что они приходят на каждый урок, и на каждом уроке практически что-то есть, связанное с компьютером. Татьяна Васильевна Иванова есть?
Так. Где оно? Флешку я что-то не вижу. А флешку не вижу сейчас это. А, это выйдете туда, да? Это не мое. А. 30. Ага. Моя игра. Не могу. Так, еще. Все, что ли? Еще тут, видите? Что-то я не поняла. Вроде я скидывала. Сейчас еще не скинула, вот будет здорово. Папка своя игра. Все, это все. Вот своя игра. Презентация. Конечно. Ну, у меня такая небольшая игра, больше, конечно, как игра. Можно использовать. Ну, я уже так подумала, вот вчера мы разговаривали с родителями, да, то есть взаимодействие родителей и детей. И, в общем-то, я как убедилась, что наши дети, ну, не всегда знают то, что знают родители, да, родители все-таки взор. И тут как раз вот можно и родителям, и детям поучаствовать в этой викторине. Jeopardy Labs сервис. Ну, это как игра, своя игра, если проще сказать, да. Значит, эту игру, на эту викторину, чем она удобна, не надо регистрации, но тогда нужно запоминать адрес, запомнить адрес, где вы создаете свою игру, это где-то копируете и сохраняете. Не надо... Но если вы забудете, то восстановить будет очень сложно. Но в то же время есть регистрация, тогда проблем не будет, но нужно будет заплатить. Но участие в этом там уже будет пожизненное членством, будете являться пожизненным членством. Язык английский, но можно перевести на русский. Вот ввести пароль, создать пароль, вот тут уже перевод идет. Да? Вводим игру, есть уже шаблоны, можно создавать по шаблонам, можно создавать свою. Ну, вот тут уже список шаблонов, каких можно будет делать. Ой. Так. И вот у нас получается такая таблица, в которой можно, есть 5 колонок, можно создать дополнительные. Вот тут есть написано добавить строчку, добавить колонку. И можно создавать как бы дополнительные еще вопросы. Ну, здесь вот можно, когда выделяем, написать темы и по темам составлять вопросы. Викторину очень удобно скачивать, то есть можно использовать в кабинете, в котором нет интернета, можно поделиться с кем-то, можно редактировать, распечатывать вопросы, если вы сами можете распечатать, чтобы знать, какие ответы там будут. Ну вот таким образом я показала, как составлять вопрос. Здесь вопрос, тут уже ответ. Ну и у меня небольшой. Можно попробовать вот поиграть. Тут вот как раз игра. Значит, вот такая стартовая афиша. И вот играть. Ну что, попробуем? Самые простые вопросы, так что не волнуйтесь, все отгадать.
Сказки 100. Вы должны отгадать, кто... Ну, мультик. Это тут надо просто было мультик назвать, да? Так. Вот тут плюсик надо было. Ну, дети, вот знаете, что вот фразы из мультиков плохо знают. Вот. Да. Ну вот я просто не сказала, что там можно было, да. Маугли. Там можно, по идее... Да. Да дети не все знают. Вот самое-то интересное то, что... Ну плюсик я не написала, да. Ну я... Герб Украины изображает именно эту птицу. Одной из версий. Ну, это уже легко. Ну, это тоже... Ну, как фестиваль-то называется? Авторской? Ай, забыла. Ну, ладно. Тут я, конечно, вопрос поменяла. Ну вот мне, конечно, хотелось вот тот вопрос. Надежда, помнишь? Ягупоп какой? Ягупоп какой? 77-й. Был очень вопрос интересный, я его, конечно, поменяла, потому что дети не отвечали. Но мы, правда, тоже сами были немножко как бы в замешательстве. То, что был вопрос, какой герой сказки является в честь... Да. Зря подсказала. Емейл. Мы потом тоже подумали, Емейл. Просто никогда не слышали, что Емеля называли. Ну вот просто мы, говорю, конечно, не вот это... Ну все. Это птица. Там, вот я как бы не знаете. Ну что еще? Все? Как бы.
О. Ну, нет, вот просто говорю, были вот еще... Я тут просто наугад составила, просто дети, я к тому убеждаюсь, что дети не знают... Почему я говорю, с родителями хорошо? Мы не знаем детских мультфильмов. Многие сейчас знают выражения детские, вот, современные мультфильмы, много смотрят. Вот просто говорю... Ну это... Нет, у нас получается вообще сейчас ничего не актуально. Ну, можно, по-моему, там можно. Картинки тоже можно ставить. Картинки можно ставить тут. Ну все тогда. Ну вот да, по идее можно повторение в неурочное сейчас очень просят как бы. Так. Да нет, наверное. Так, безопасно ничего не надо там, что-то не могу. Да. Так, коллеги, двигаемся дальше. У нас еще одно включение. Значит, перед этим выступлением был скайп, сейчас скайп для бизнеса. Посмотрим скайп для бизнеса, причем веб-версию этого варианта. Раз. Лень, ну что, я не могу подключиться.
через плагин нажимаю, он пошел на скачивание. Екатерина, алло, вы нас слышите? Раз, 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 два, три, четыре. Раз, раз, раз. А? Раз, раз, раз. Екатерина, вы нас слышите? Слышим вас. Да. Все, мы вас тоже слышим. Да, секунду, секунду. Мы предоставляем вам слово. Раз, раз. Нас слышно? Нет? Мы вас не слышим сейчас. Да, да, вас хорошо слышно, я просто отключала. Так, загрузить презентацию? Да, давайте, включайте. Интернет здесь включен. Угу. Да, я включила это в твоем YouTube. Угу. Коллеги, вы видите презентацию? Она загружается у нас. Хорошо. Мы видим загрузку. Да, ну буквально еще, наверное, несколько секунд. У нас она уже загрузилась. Да, все видим. Да, отлично. Добрый день.
Она сама без они будут видеть мою качество. Показать рабочий стол. Коллеги, добрый день, меня слышно? Да. Замечательно, я могу начать. Всем здравствуйте. Меня зовут Тихонова Екатерина Николаевна. Я являюсь менеджером компании Гэндальф. Компания Гэндальф занимается продажей программного обеспечения в образовательные учреждения многих регионов в России. Мы конкретно находимся в Санкт-Петербурге и работаем с учреждениями Санкт-Петербурга и также нескольких других регионов. Вот. И сегодня я бы хотела рассказать вам про электронный образовательный ресурс Я-класс. Данный электронный образовательный ресурс является разработкой Сколково, и он является одним из самых лучших образовательных проектов Сколково. Они его разработали, сайт работает с марта 2013 года, и на данный момент уже более 25 тысяч школ по всей России подключились и этот ресурс используют. Вот. И сегодня мы его рассмотрим немножечко поподробнее. Так, чтобы приступить к рассмотрению, для начала хотела бы немножечко осветить и поговорить про проблемы современных учителей, с которыми и мы тоже сталкиваемся, разговаривая с ними про Я-класс. То есть у учителей, по статистике, около 11 часов в неделю тратится на планирование уроков, на подготовку к урокам, подготовку материалов и также на проверку домашних заданий, что действительно очень трудоемко. То есть каждую тетрадь нужно проверить, каждое задание просмотреть. Также есть проблема такая, что дети не заинтересованы самостоятельно тренироваться и изучать материал учебный. Например, если они что-то пропустили, либо если требуется некая тренировка той темы, которую они не очень хорошо знают. И еще одной проблемой является недовольство некоторых родителей выставленными оценками. То есть они считают, что оценка выставлена необъективно, что учитель был необъективен и, предположим, занизил оценку. То есть непрозрачность вот этих выставленных оценок. Вот. И в данном случае я хотела бы вам рассказать, каким образом электронный образовательный ресурс Я-класс поможет в учебном процессе данных проблем избежать. Значит, для начала поговорим основные преимущества ресурса Я-класс, которые потом более подробно вам уже продемонстрирую, покажу в работе с ресурсом. В первую очередь это база готовых заданий. Готовые задания есть по практически всем учебным предметам школьной программы, включают как начальную школу, так и старшие классы, то есть по всем. И все они разработаны на основе учебников, которые одобрены Министерством образования и науки Российской Федерации. Следующее преимущество – это защита от вписываний, так как каждое задание в ресурсе, оно имеет от 50 до 100 тысяч вариантов. То есть каждый ученик, получая данное задание, он получает его несколько другим. То есть там разные цифры, либо разные вопросы на одну и ту же тему. То есть если в учебнике дается только одно задание, и ученик может посмотреть ответ, либо посмотреть где-то в интернете, найти решение, то здесь такой возможности он уже не имеет, и приходится решать самостоятельно. В общей сложности в базе заданий на ресурсе более 10 миллионов вариантов различных заданий. Именно благодаря вот этой вариативности. Также плюсом является проведение домашних контрольных работ в режиме онлайн. То есть учитель сам создает работу, выбирая задание, либо создавая самостоятельно, может отслеживать, каким образом ученики решали, какие ошибки допустили. Это мы чуть позже более подробно рассмотрим. Также автоматическая проверка работы, мониторинг качества обучения. То есть как автоматически проверяет ресурс, также я вам покажу. То есть не нужно самостоятельно тратить огромное количество времени, проверять каждую тетрадь каждого ученика. Ресурс автоматически проверит все работы и выдаст уже общую картину, статистику, которую также можно будет и распечатать, либо оставить в электронном виде. В ресурсе имеется конструктор заданий. То есть если учитель не нашел задание, которое хотел бы задать своим ученикам, он может самостоятельно его создать, выдать, и оно также будет автоматически проверено.
И ресурс также имеет еще и такие задания для подготовки, то есть такой некий тренажер для подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ. То есть, что достаточно актуально. Ученики могут самостоятельно там тренироваться. В эти тренажеры собраны задания по всей школьной программе, которые могут быть включены в данные экзамены. И ученик таким образом дополнительно может подготовить себя к экзамену. Вот. А сейчас, коллеги, я бы хотела вам немножечко показать, как работает сам ресурс. Вот, возможно, будет показать именно мой экран компьютера. Сейчас, минутку. Так, скажите, пожалуйста, видно мой рабочий стол? Видно? Видно. Замечательно. Так. Что-то маленький. Ага, все нормально. Все, видите. Хорошо. Значит, сам Я-класс в интернете найти очень просто. В поисковую строку вы вводите именно само название Я-класс. Первая же ссылка ведет нас на этот ресурс. Здесь я уже зашла под своим именем. Вам для начала нужно будет, конечно, зарегистрироваться. Регистрация здесь очень простая. Когда вы заходите на ресурс, вы видите вот здесь вот в левом верхнем углу строчку регистрация, то есть вводите свои данные, данные вашей школы и автоматически регистрируетесь. Значит, что мы сейчас рассмотрим, да, вот каким образом учителя могут взаимодействовать с данным ресурсом. Здесь слева есть меню довольно-таки понятное и подробное, есть справочный раздел, где можно посмотреть любые материалы, то есть если возникают какие-то трудности с использованием ресурса, здесь все подробно описано, и в принципе, то есть у вас не должно будет возникнуть с использованием ресурса никаких проблем. Вот, и перейдем, собственно, как раз-таки той самой базе заданий, о которой я говорила. Здесь в разделе «Предметы» находятся вот эти задания, они разбиты по предметам школьной программы. Ну, давайте для примера откроем любой из них. Здесь можно выбрать необходимый класс. По каждому классу, значит, если это математика, первый класс, все это разбито на разделы и на темы. Каждая тема включает в себя как методические материалы, то есть здесь теория находится, мы видим теорию. Здесь есть вот задание. Это как раз то, о чем я говорю. Здесь по этим заданиям ученик может сам тренироваться, то есть попробовать решить каждое задание. Оно может быть тестовое, может быть какое угодно. Он решает и видит свои результаты. Таким образом еще зарабатывает баллы, но об этом чуть-чуть попозже я коротко вам сообщу, для чего это нужно. И есть тест, то есть тренировка по теме сравнения предметов. Минуточку, извините, пожалуйста. Почему это вышло? Извините, это техническая замена. Прошу прощения. Значит, мы возвращаемся вот к предметам и к заданиям по темам. Значит, то, что касается вот здесь заданий и тестов, это для учеников для самоконтроля, они могут самостоятельно решать. А в самом низу это то, что как раз таки самое интересное для учителей. Это проверочные тесты, их ученики не видят. Их видит только учитель, и он может своим ученикам их выдавать. То есть здесь по возможностям ресурса, то есть, если мы говорим задать учащимся,
Здесь есть задания, которые уже предусмотрены в данной проверочной работе. Если учитель хочет, например, какое-то задание удалить, оно ему не нравится, либо добавить какое-то другое, возможно, по тренировкам по предыдущей теме, например, если это домашнее задание, он может выбрать из предмета и обучающей программы абсолютно любое задание, и также добавить его сюда в проверочную работу, вот оно здесь добавляется. Можно также добавить теоретическую часть, если вы хотите, чтобы перед выполнением, например, ученики еще раз почитали теорию, ознакомились с ней, только после этого приступили к решению. И также здесь можно добавлять те задания, которые созданы именно вами. То есть это в разделе «Мои задания». Либо, если вы еще не создали задание, которое вам необходимо, вот то, о чем я говорила, есть конструктор заданий, здесь есть кнопочка «Создать свое задание». И ресурс предлагает нам в 4 вариантах это задание создавать. То есть текстовое, где ответом будет слово, числовое, где ответом будет какое-либо число, тестовое, где нужно будет выбрать правильный вариант из предложенных. И творческое задание – это единственное задание, которое учитель должен будет проверять самостоятельно, ресурс не сможет его проверить, так как оно подразумевает какой-то более развернутый ответ от ученика. То есть, понятно, что ресурс не всесилен, не сможет проанализировать, там, скажем, какой-то ответ, состоящий из нескольких предложений, то есть это уже нужно будет проверять самостоятельно. После того, как мы составили работу, такую, как она нам необходима, нажимаем «Продолжить». Здесь можно выбрать учеников, можно выдать всему классу, можно выдать отдельным ученикам, то есть как вам угодно. И остаются только общие настройки, это можно изменить тему домашнего задания, либо это может быть проверочная работа, то есть меняете название так, как вы хотите. Когда работа будет доступна для учеников данного класса, кому вы выдали, сколько времени вы даете на выполнение, то есть, предположим, вы выдали сегодня домашнюю работу и хотите, чтобы сегодня ученики ее решили, то есть вы выставляете время сегодня там, до 21:00. После этого времени она для решения будет недоступна, а вы сможете уже вечером сесть за компьютером, открыть ресурсы и посмотреть результаты, как ученики решали свою домашнюю работу. Также можно ставить ограничения по времени, можно там 10-20 минут, сколько вы считаете нужным, и попытки для учеников. То есть может быть одна попытка, может быть, если домашнее задание, там, ставить 2 попытки, чтобы ученик попробовал еще раз перерешать, если у него были какие-то ошибки. И далее можно сохранить эту работу как черновик и, скажем, использовать ее там, завтра, через месяц, через год, когда вам это потребуется. А можно сразу же отправить учащимся. После чего вот, здесь мы переходим в раздел «Проверочные работы», и здесь отражаются все проверочные работы, которые вы выдавали своим ученикам, либо сохраняли как черновики. То есть здесь мы видим, какие работы уже завершены, по ним мы можем, их мы можем просмотреть полностью статистику, можно видеть, на какие вопросы ученик ответил неверно и какой ответ он дал, то есть тоже способ проанализировать знания учеников, общий фон по классу, например, насколько усвоена данная тема. Можно результаты сохранить, то есть сохранить на свой компьютер в файле, который вам будет удобен. Можно результаты распечатать. То есть итоговые результаты. Выглядеть они будут вот таким образом. Здесь наглядно видно, то есть какой ученик сколько времени затратил, какую оценку получил и на сколько баллов каждое задание решил. Это может быть вам для статистики, либо, предположим, для предоставления, например, родителям на родительском собрании. Это очень удобно, либо для какой-либо отчетности. Здесь полная информация по данной работе будет представлена. И в печатном виде тоже, возможно, вам это будет удобнее таким образом хранить. Либо можно повторить эту проверочную работу, если вы считаете, что класс справился плохо, вы можете ее еще раз выдать этому классу и попросить их прорешать еще раз. То есть таким образом, вот вся статистика, проверка не занимает у вас никакого времени, ресурс все проверил автоматически, вы только видите статистику, можете на основе нее, например, запланировать работу на следующем уроке, например, там первые 5 минут повторить какую-то тему, по которой, например, ученики там все ответили неправильно, и, возможно, эта тема как-то им непонятна. То есть из этого вот выводится как раз статистика и удобство для учителя. И также статистику можно выводить через тут раздел «Мои классы». Здесь хранятся все классы, с которыми вы работаете. Предположим, если вы учитель-предметник, он работает с несколькими классами в нескольких параллелях, они будут все здесь отражены.
И по каждому классу можно осмотреть результаты учащихся, проверочные работы, которые вы выдавали, как они были решены и так далее, сколько учащихся в классе. То есть вся статистика здесь содержится, также для вашего удобства. Вот, то есть, в принципе, самые основные моменты, да, вот, плюсы использования E-класс, они вот таковы. Это для учителя. Если говорить про плюсы для родителей, то, что вот мы говорили о том, что есть проблема, как родители считают, что учитель может неверно выставлять оценку, то есть он заведомо ее занижает для ученика. То есть здесь родитель может зарегистрироваться также на ресурсе, именно как родитель ученика, и отслеживать все активности своего ребенка, видеть все его проверочные работы, как он их решает. И таким образом это будет осуществлен дополнительный контроль. И для родителей это будет прозрачность выставления оценок и работы учителя с учеником. Ну и также еще для родителей это плюс, как, например, можно не нанимать репетитора, не тратить лишние деньги и время своего ребенка. Можно потренироваться каким-то темам, которые непонятны ученику, прямо здесь, в этом ресурсе. Так, плюсы для ученика, в данном случае использования ресурса, в том, что при решении заданий ученик, если он ответил на какое-то задание неверно, выбрал, например, неверный вариант ответа, то вот он видит шаги решения. То есть, если он допустил ошибку, он видит, каким образом именно нужно было решать. И если он хочет решить еще раз, то ему выдается аналогичное задание, он его прорешивает еще раз. И таким образом тренирует данную тему, уже зная, какие шаги решения ему нужно было предпринимать. И таким образом, то есть, его успеваемость может повыситься именно за счет вот таких вот тренировок. И для учеников очень хорошая мотивация, действительно по опыту использования, это топы, то есть это рейтинг школ. Если мы посмотрим, есть вот топ школ по всей стране, да, то есть вот эти баллы, о которых я вам говорила, которые получает ученик, решая задание, они идут начисляются именно в его школу, и внутри школы есть также топ одноклассников, то есть это привносит для ученика такой некий соревновательный момент. Самые активные пользователи, как мы видим, да, то есть ученики, набравшие наибольшее количество баллов. Многие ученики, вот они видят это, и они хотят, вот, скажем, быть лучше, чем свои одноклассники, хотят решить больше, хотят получить больше баллов. И этот соревновательный момент стимулирует их к тому, чтобы решать не только те задания, которые выдал учитель, а еще и те задания, которые даются дополнительно, чтобы просто потренироваться. Вот это тоже большой плюс в плане мотивации учеников дополнительно решать задания и тренироваться по предмету. Вот таким образом, вот эти вот три проблемы, о которых я говорила вам в самом начале, да, вот мы с вами посмотрели, и, в принципе, этот ресурс, он может действительно помочь вам в учебном процессе эти проблемы решить. Хотела бы немного сказать по поводу того, что в электронном образовательном ресурсе в этом есть возможность использовать его бесплатно, и есть также платные подписки. И говоря о платных подписках, то есть в чем их отличие? Вот, в чем отличие бесплатного использования от платных подписок? Есть такие подписки Я+. При их использовании учитель может выдавать вот эти домашние работы, то, что я показала вам, да, вот, то есть выдавать домашние работы ученикам и отслеживать их решения и их результаты. Это доступно только в платной подписке. Разница для учеников в данном случае в том, что ученик только при использовании вот этой подписки может видеть шаги решения, то, что вот я показала. При использовании бесплатной версии он может только видеть, правильно либо неправильно он решил данное задание. И также доступ к тренажерам ОГЭ и ЕГЭ, он также
доступен только пользователям платных подписок. Вот. Платные подписки возможно приобретать на самом сайте. То есть там может приобрести и учитель, и ученик. Вот. Но там их стоимость порядка 1300 рублей. Это в случае, если вы приобретаете через сайт. Если вы приобретаете через партнера Я-класс такие подписки, то стоимость их значительно ниже. То есть там подписка на класс на 32 лицензии, там стоимость лицензии составляет всего лишь 500 рублей, то есть это значительная разница в цене. Вот. Ну вот приобретение таких подписок возможно и через партнеров, и через сайт. Так, итак, давайте подведем итоги, так как время у нас ограничено. Все-таки чем же полезен Я-класс в образовательном процессе для учителей? Первое – это база заданий, в основе которых только одобренные учебные материалы. Во-вторых, это экономия вашего времени, то есть то, что мы с вами увидели, да, экономия на подготовке к уроку и на проверке заданий и проверочных работ. Также Я-класс решает проблему списывания, так как каждый раз генерируется новый вариант задания, и его значительно сложнее, практически невозможно где-то списать у соседа, либо найти ответ в интернете. Также Я-класс мотивирует учиться, это вот тот самый соревновательный момент для учеников. Это более интересно, и вот геймификация в данном случае тоже играет свою роль, то есть ученик более замотивирован тренироваться и изучать предмет таким образом. Ну и также управление успеваемостью учеников – это та самая статистика, которую вы можете выводить и отслеживать успехи ваших учеников, и на основе этого строить дальнейший учебный процесс с учетом успеваемости либо неуспеваемости конкретного данного класса, конкретного данного ученика. Также по поводу подписок есть в Я-классе бесплатная апробация. То есть, если вы бы хотели для себя попробовать, но не хотите сразу приобретать платную подписку, да, и тратить деньги, вы можете на сайте Я-класс зарегистрироваться и запустить бесплатную апробацию либо только для себя, либо для класса, с которым вы работаете, и попробовать использовать его в учебном процессе, посмотреть, насколько подходит этот ресурс вам, и сделать свои выводы. Такая апробация дается на 1 месяц, этого вполне достаточно, чтобы определиться, интересен вам ресурс в использовании и интересен ли он вашим ученикам. Ну что ж, коллеги, на этом у меня сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Для вас выступала Тихонова Екатерина, менеджер компании Гэндальф. Для вас на экране презентации контакты нашего представительства в Санкт-Петербурге. По всем вопросам вы можете к нам обращаться. Спасибо вам большое. Спасибо. Коллеги, вопросы есть? Понятно все, да? Спасибо. Спасибо вам. Коллеги, значит, она же сказала, версия есть бесплатная. Для учеников она отличается только тем, что не выдается правильное решение. То есть выдается правильно, неправильно он решил, а он не видит правильного решения. В платной версии он видит это решение. Значит, ну как бы бесплатно все, поэтому используйте для своих внуков, детей. А, к сожалению, в школах мало пока используют. Далее. Ну, если коллективная заявка от класса, вот 500 рублей в год. Это гораздо дешевле, чем репетитор. Вот. Тем более есть возможность через ГИСО заходить в эту систему. Ну, честно говоря, я внуков заставляю, вот они 16-ю школу вдвоем у меня вытаскивают уже на 4-е место. Там на 3-е место тяжело попасть, по Сыктывкару. Там можно посмотреть топ-школ. Ну вот на 4-е место, но их там в 16-й школе буквально 5 человек, по-моему, или 4 человека работают. Так, коллеги, мы продолжаем.
Первое, ну сейчас я могу зайти, и мы можем посмотреть, если есть такое желание. Да, в Я-классе. Вячеслав Алексеевич, я поняла, что вы используете, да, этот ресурс? Да, у нас в Сыктывкаре есть даже школы, которые активно его используют. Угу. Ну, к бесплатной апробации вообще легко подключиться. Там действительно дети потренируются, им... Ну и вообще в Республике Коми есть школы, которые достаточно активны. Здорово. Спасибо, до свидания. А я не... Так, ну что, двигаемся дальше. Что у нас там по плану? Екатерина Вячеславовна, вам слово. Так слышно, да? Так, ага. Ну, от себя могу сказать, что я класс попробовала на себе. И как раз попробовала в тот момент, когда был карантин. Причем воспользовалась вот этой вот апробационной подпиской. Они дают ее бесплатную, но дают подписку бесплатную на месяц. То есть месяц спокойно можно полностью пользоваться всеми возможностями. Потом они максимальные возможности прикрывают, но дальше уже бесплатный вариант, сколько можете, используйте. Так, ну а я хочу вам предложить опыт своей работы по использованию электронной формы учебника на уроке английского языка. Современная система образования все активнее использует различные информационные технологии, ресурсы. Разработан целый ряд, целый спектр образовательных программных продуктов, электронных пособий. В декабре 2014 года Министерство образования и науки Российской Федерации внесло изменения в порядок формирования федерального перечня учебников. Согласно этим изменениям, наряду с бумажной обязательно предоставляется электронная форма учебника с 1 января 2015 года. Внедрение электронной формы учебника решает ряд общеметодических задач, а также позволяет реализовать требования к учебно-методическому оснащению. С точки зрения эффективности электронного учебника, это прежде всего динамичность отображения излагаемого учебного материала, наглядность и удобство для восприятия учащихся, компактность и мобильность, удобство и быстрота навигации и возможность оперативного и быстрого контроля. Что касается материально-технической базы нашей образовательной организации, у нас работает 4 кабинета иностранного языка, но вот в том кабинете, в котором я работаю, есть интерактивная доска и есть мобильный лингофонный кабинет, тележка с ноутбуками и полный комплект для работы с лингофоном. Значит, вообще учебно-методические комплексы для преподавания английского языка – это целая система учебных пособий, где и учебник с аудиоприложением, рабочая тетрадь, тоже с аудиосопровождением, книги для чтения, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации для учителя. И вот этот перечень дополнен электронной формой учебника, которая включает в себя сразу несколько компонентов, и это, пожалуй, один из главных плюсов. В 2015 году работали они на платформе Азбука Про, а затем переключились на платформу Лекта. Значит,
для нас это был некий вариант такой опытной экспериментальной деятельности. На уровне лицея мы с 2013 года вообще апробируем этот учебник, а учащиеся, которые в 2013 году начали работу с этим учебником, в этом году они закончили 9 класс и прошли несколько вариантов электронной формы учебника. То есть таким образом пройден целый полный цикл. В декабре 2015 года был приобретен новая электронная форма учебника для 6 класса. Затем были подключены остальные параллели, и в этом году апробировался мной 9 класс уже. Первоначально стояла задача знакомства с содержанием, функционированием этого учебника, принципами организации работы в классе. Затем изучение возможностей совмещения двух форм учебника и возможности использования в сочетании с различными современными устройствами, то есть интерактивная доска, лингофонный кабинет. Ну и сейчас есть такая возможность уже работать онлайн. На сегодняшний день есть возможность перехода на онлайн-работу с ресурсом, с использованием портфеля на портфель пользователя российской цифровой образовательной платформы «Лекта». Значит, вообще, что такое электронная форма учебника? Это электронное издание, которое по своей структуре, содержанию, оформлению соответствует печатной форме, но при этом содержит различные мультимедийные элементы, интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника. Есть несколько вариантов. Ну, первый, это самый простой, это был PDF-вариант. Сейчас он, конечно, уже уходит. Там тот вариант, который мы в 2015 году приобрели, это был второй тип, копия бумажного учебника в электронном виде с гиперссылками на внешние объекты. Но недостаток был в том, что были несколько ограниченные функциональные возможности. А вот тот учебник, который я приобрела уже в этом году на 8 и 9 класс, это уже учебник, пожалуй, который перешел в третий тип. В нем включены дополнительные функции, работа с закладками, заметками. То есть немножко уже усовершенствован этот вариант. Существует несколько режимов просмотра, то есть это может быть либо по содержанию, либо разворот, либо это может быть целиком страница, или увеличить можно работать с конкретным текстом, с отдельным. Новый вариант уже позволяет работать по оглавлению, переходить по оглавлению, и есть панель навигации, с помощью которой можно постранично листать, либо переходить на определенную страницу, искать свои заметки, закладки и так далее. Значит, каким образом использовался электронный учебник у нас? Еще раз повторюсь, что был приобретен единичный экземпляр электронной формы учебника вначале для 6, 7 и 8 класса для работы учителя. Занятия проводились в кабинете, оснащенном интерактивной доской и мобильным лингофонным классом. При наличии одного экземпляра ФИУ и интерактивной доски можно организовать фронтальную работу с учебным материалом, а также индивидуальную работу с учащимися у доски. Так как каждое упражнение может быть открыто многократно, то 2-3 ученика могут выполнить задание у доски. Таким образом можно реализовать некий такой соревновательный элемент в уроке. В новой версии включена опция проверки по ключу, когда после 3-й попытки активируется кнопка «Правильный ответ», и учащийся уже может посмотреть правильный ответ. При этом на уроке организуется обсуждение тех пунктов, которые вызвали наибольшее затруднение. Появившаяся в новой редакции возможность онлайн-чтения вообще нейтрализует, на мой взгляд, потребность обращения к таким псевдообразовательным ресурсам, где размещаются готовые домашние задания, потому что ребенку просто нет необходимости, он все равно получит здесь, после многократного выполнения этого задания, все равно получит правильный вариант. При наличии мобильного лингофонного класса внутренние настройки лингофона позволяют подключить учащегося к рабочему столу учителя. Ученик со своего рабочего места, не выходя к доске, может выполнить задание. На доске только транслируется то, что он делает. Ну и проводится проверка и корректировка во фронтальном режиме. В
в руководстве пользователя, которое размещено на первой странице электронного учебника, показаны все иконки, и используя их, ребенок может ориентироваться уже в заданиях, в сложности заданий, в типах задания. Ну вот какие типы заданий включены? Для нас, особенно вот для иностранцев, тут есть некоторые особенности. Задания на сопоставление с выбором ответа, классификация, постановка в текст лексических единиц, преобразование грамматических структур, восстановление порядка следования событий. Если вы посмотрите, здесь не только отрабатываются предметные умения, навыки, но и так называемые универсальные учебные действия. Сопровождение идет и для диалогов вводных, для текстов для чтения, аудирования, грамматических, справочных материалов. То есть вот, по всей страничке вы видите эти значки. Если говорить о работе с текстом, то большой плюс в том, что представленные в электронной форме учебника упражнения позволяют организовать поэтапную работу с текстом. К тексту может быть предложена целая серия заданий, либо представлено несколько текстов. Вот это как раз компактность представления материала. И все задания к ним. Я работаю в режиме один ученик, одно задание. То есть ребята работают с текстом, выполняют поэтапно задания каждому кусочку большого текста. Специальный значок сигнализирует о том, что задание основано на прослушивании аудиозаписи, и звуковая дорожка размещается вместе с заданием, как вы видите. В ситуации, когда ученик имеет возможность работать онлайн, он может многократно прослушивать это задание и повторять выполнение, опять же, до тех пор, пока не выполнит правильно. Что касается работы с грамматикой, здесь есть очень много разных вариантов. Задания, связанные с преобразованием грамматических структур, требуют не только выбора варианта ответа, но и печати своего варианта с использованием клавиатуры. Здесь может быть использована клавиатура как компьютера, имеющегося на столе у ученика, так и экранная клавиатура интерактивной доски. При этом использование клавиатуры позволяет отрабатывать орфографические навыки. Ну, для учащихся послабее можно, конечно, предложить варианты вот для выбора ответа, для тех, кто печатает быстрее задание с открытым ответом, но даже слабые учащиеся стараются как можно быстрее перейти на тот вариант, когда нужно печатать. Однако при всей видимой привлекательности и разнообразии заданий, все они все-таки имеют репродуктивный характер, то есть построены на уровне понимания и применения знаний в стандартной ситуации. То есть это тренировочное задание. Вот как раз к тренировочным заданиям относится повторительный тест, который включается в конце раздела. Этот ресурс может быть использован как вариант развивающего контроля. В тех условиях, которые есть у нас сейчас, ну вот я просто покажу. Здесь сразу несколько заданий. Мы разбиваемся на группы. Каждая группа выполняет свое задание на месте, а затем транслирует это задание на интерактивную доску. И таким образом мы получаем общий результат, который выполнил класс. То есть мы выполняем все вместе один большой тест и разбираем те ошибки, которые встречаются. Привлекает учителей и учащихся возможность оперативного контроля, когда сразу упражнение проверяется, высвечиваются ошибки, но, к сожалению, не выставляется отметка, а только вот дается такая вот надпись «Молодец», «Попробуй еще раз» и так далее. То есть здесь невозможно подключить какую-то критериальную оценку. Нравится детям работать с дополнительным материалом. Для учащихся увлекательный вариант был путешествие по карте Великобритании. Как вы видите, знакомые значки карты. Но вот таких вот интерактивных страниц, к сожалению, в учебнике мало. Для меня, как человека, готовящего к государственной итоговой аттестации, учащихся очень важно было то, что заложена работа с письмом поэтапная. Вот такое задание, где нужно переставлять местами блоки, чтобы получилось письмо. То есть таким образом отрабатывается структура письма, вставляются необходимые слова, которые как бы стандартно используются при написании письма. И
такой же вариант идет на отработку сочинения и рассуждения, когда в опорном тексте можно, кстати, благодаря вот этим вот заметкам выбирать аргументы, суждения, факты, подбирать выражения для формулировки вывода и, допустим, в данном случае классификация аргументов за-против. Это очень важно, когда ребята готовятся вот к различным видам сочинений и рассуждений. Это уже подготовка к 11 классу. Ну, результаты работы с электронной формой учебника. Я уже сказала, что в этом году ребята, которые с этим учебником работали, они уже сдавали ОГЭ. Могу похвастаться. На 100% сдали, 4-5. Но ребята сказали, что вот та работа, которая была у нас на уроке, именно вот визуальное представление материала, то, что они запомнили структуру, запомнили написание слов, это им очень помогло на экзамене. Таким образом, решается ряд общеметодических задач средствами электронной формы учебника. Хочется обратить внимание на то, что организуется и диагностика, самоконтроль, самокоррекция учащимися, высвобождается учебное время за счет выполнения трудоемких вычислительных работ, визуализируется учебная информация, ну и, безусловно, усиливается мотивация учащихся к изучению предмета. Но есть ряд проблем. Первое, еще раз хочу сказать, что этот учебник вот на этапе апробации, это был один учебник, который был приобретен как бы для учителя, работы учителя. Ну вот мы транслировали его на интерактивную доску. Сейчас я пытаюсь убедить администрацию в том, что все-таки необходимо переходить на приобретение учебника каждому ученику. Это оправдано с точки зрения финансовой, потому что, если я назову сейчас цифры, электронная форма учебника на год, на пользование в течение года стоит 198 рублей. Учебник печатный стоит порядка 450 и плюс к нему еще 250 рабочая тетрадь. Если учесть, что в этих 198 входит и сам учебник, и задания из рабочей тетради, то, в общем-то, это оправдано. Единственное только, что сложность реализации замысла заключается в том, что электронная форма учебника – это программный продукт, он имеет ключ безопасности, поэтому его нужно ежегодно обновлять. Да? Но мне кажется, что затраты финансовые значительно меньше, чем приобретать бумажную форму учебника. С другой стороны, мне кажется, что и дома тоже могут воспользоваться этим. Ну и вот перспектива моя, освоив форвард, учебник, который был представлен издательским центром Винтанограф, с этими ребятами я уже перехожу на 10 класс Rainbow English, который, в общем-то, такой же по структуре. Это издательство Дрофа. Сейчас они работают вместе, Винтанограф и Дрофа. Ну, соответственно, у них и программные продукты примерно одинаковые. И вот как раз хочу именно на этом классе попробовать поработать в онлайн-режиме для того, чтобы этот учебник был уже у учащихся в формате индивидуального пользования. Вот такой опыт работы. Пожалуйста, ваши вопросы. Да. Есть, да. Я вам показала, что там есть аудиодорожки. Вот, причем эти аудиодорожки можно отдельно открывать в учебнике, и плюс они еще расположены вместе с заданиями к этим аудиодорожкам. Поэтому здесь аудиоматериал представлен полностью, весь тот, который должен быть по программе. Да. Угу. Ну вот, пожалуйста, один из вариантов, да, это я взяла из 5 класса, нет, извините, 6 класс. В данном случае это работа с лексикой по теме цвета. То есть здесь цепляются слова и раскрашивается вот этот вот попугай. Да? Но это 6 класс. Да? Вот. То есть различные варианты работы с лексикой тоже есть.
Ну, сейчас просто у меня в запасе тут много, конечно, их, чтобы не ворочать. Ну, вот один из примеров. В каждом разделе, да, в каждом разделе есть лексический блок, и обязательно есть в каждом разделе задания на лексику, на грамматику, на чтение, аудирование. То есть, да, вот сейчас есть такая возможность на платформе Лекта приобрести этот учебник, и там образуется портфель. Из этого портфеля, ну вот я, например, в последнее время уже не таскала учебник, я брала из этого портфеля, открывала прямо на уроке. Нет, он покупается онлайн и просто загружается. Первоначально была возможность загружать программу, то есть есть вот этот вот ключ, есть код, можно загрузить на свой учебник, на свой рабочий компьютер, вот. Либо вот как сейчас они предоставляют возможность вот из этого онлайн-портфеля работать прямо на сайте Лекты. Да. Вот я как раз в данном случае я начала-то именно как физическое лицо, то есть я для себя купила его. Да. И поехали. Я еще раз повторюсь, что это база, и в основном здесь репродуктивные задания, тренировочные репродуктивные задания. Сложных заданий здесь, ну особо сложных здесь нет. Да. Угу. Совершенно, мы с вами сейчас будем говорить о совершенно разных учебниках, совершенно разных программах, и у этих программ совершенно разные задачи. Вот. Соответственно, программа TOEFL, она тестирует одно, а здесь у нас абсолютная база. Это школьная база. Не совсем. Так, еще вопросы? Вопросов нет, спасибо. Угу. Так. Анастасия Николаевна есть у нас? Ну что, можно начать, да? Меня слышно? Буду громче говорить. Так, нормально, да? Уважаемые коллеги, разрешите представиться. Меня зовут Демина Анастасия Николаевна. Я воспитатель детского сада номер 77 города Сыктывкара. Я пришла к вам рассказать, не открыть окно Европы, а просто поделиться своими эмоциями и тем, как я в своей повседневной деятельности с детьми использую элементарную, простейшую программу. Это программа PowerPoint. Название моего доклада звучит так: «Без нее, как без рук». Презентация PowerPoint. Для меня презентация PowerPoint – это, конечно, настоящая палочка-выручалочка. Несмотря на свою простоту в использовании, она является настоящим помощником в современном мире дошкольного образования. Первое, что привлекает меня как воспитателя, работающего с детьми дошкольного возраста, это наглядность данной программы.
Детская природа требует наглядности, и современные дети уже неохотно обращают внимание на схемы, графики, картинки, таблицы. Современные дети – это дети-визуалы, внимание которых быстро рассеивается, но не стоит отчаиваться, если добавить к ярким красочным иллюстрациям звуковые эффекты, все внимание детей тут же приковывается к вам. Обогащая визуальный ряд аудиальный, мы помогаем детям развивать переключаемость, которая так необходима при подготовке детей к школе. Педагоги – это люди-перфекционисты. Они не хотят стоять на месте и не будут использовать какие-то готовые мультфильмы. Они возьмут и создадут его сами, так как делает моя коллега Торопова Анна Александровна. Она вместе с детками снимает мультфильмы в программе Movie Maker и затем показывает, они участвуют в конкурсах различных. Следующий пункт, который меня привлекает в этой программе, это ее мультимедийность. Серия картин, которая необходима мне для занятия, начнет тут же оживать, станет динамичной, если к ней добавить аудиофайлы. Скучные наглядности тут же трансформируются в настоящее представление, которое поможет детям усвоить знания легче, быстрее, качественнее, так как задействованы все каналы восприятия детей. Третья составляющая, которая демонстрирует преимущество программы, это ее пластичность. Презентация – такая своеобразная глина, из которой педагог, как скульптор, лепит свое занятие. Она подстраивается под любые цели, задачи, под любую ситуацию. Помогает донести до детей все мысли, знания, все то, что педагог желает вложить в своих воспитанников. Четвертый пункт, который характеризует программу PowerPoint, это ее мобильность. Что-то куда-то я не туда ушла? Угу. Да, мы сможем показать свою любимую книгу с иллюстрациями детям, 2-3, так как она маленькая, но иллюстрации дети будут смотреть по очереди, а презентация доступна как 2-3 детям, так и огромной аудитории. Программа PowerPoint минималистична в плане затрат, как временных, так и в плане знаний. Мне не надо идти в библиотеку, ехать в музей, чтобы рассказать детям о скульптурах Микеланджело. Мне всего лишь надо воспользоваться интернетом, создать подборку иллюстраций, которую после я оформлю в презентацию с помощью программы. И мы легко вместе с детьми облетим всю Солнечную систему, рассмотрев снимки с телескопа Хаббл, которые будут помещены мною в презентацию. Так мы и сделали, когда мы работали в рамках педагогического проекта. Назывался он так «Врач. Профессия для отличников». Мы сходили виртуально к лаборантам республиканской больницы. Так как у нас родительница работает лаборантом, она нам это все сняла, показала, и детям было очень интересно. Да и что уж говорить о размерах флеш-накопителя, на которую мы помещаем все наши детища. Это не огромный том книги, а маленькая помощница. Педагоги всегда стремятся к самосовершенствованию, в них не угасают творческие порывы, а презентация – это стимул для творчества, стимул к саморазвитию. Безусловно, презентация – это современный инструмент воспитания и обучения детей. Не раз она меня выручала, помогала разнообразить и обогатить взаимодействие меня с детьми. Госпожа презентация – это мой помощник, моя палочка-выручалочка. Ни одно утро в детском саду не обходится без презентации. Готовясь к разговору с детьми во время утреннего сбора, всегда использую презентацию. Мультимедиа способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, накоплению фактических знаний, а также способствует развитию информационной грамотности. Основа любой современной презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов. А это необходимо при введении ребенка в тему дня при утреннем сборе. Ведь от того, насколько ребенок заинтересуется темой дня, героем, будет зависеть его рабочий настрой на весь день, его работоспособность, интерес и вследствие этого и результат. Также, конечно, ни одно родительское собрание не обходится без презентации. Родителям очень приятно в паузах посмотреть кадры из повседневной жизни их детей, которых они, к сожалению, видят мало.
Детки же нисколько не страдают от презентации, а наоборот становятся добрее и умнее, так как мы используем презентации в системе обучения, неукоснительно соблюдая все требования санитарных норм. Также презентации используются нами на праздниках, викторинах, на конкурсах и на групповых мероприятиях. И вместе с моими детками мы придумали такую форму, что ли, времяпрепровождения. Мы с ними придумываем сказки на заданную тему, готовим своими руками разнообразные иллюстрации, ну, то есть получается результаты продуктивной деятельности, затем фотографируем это все и помещаем в презентации. И вот результатом такой игры стало призовое место в городском конкурсе творчества по правилам дорожного движения. По такому же типу мы с детками сняли сказку по безопасному поведению на воде, но там мы уже включили театрализацию, то есть мы нафотографировали кадры и оформили. Да что уж говорить, презентация – это действительно палочка-выручалочка современного педагога, и сейчас же она мне помогла выступить перед вами. Правда, без нее как без рук. Спасибо. Да, есть. Я вам покажу вот эту вот сказку. Ну, давайте, да, если это будет удобно. Ой. Нет, у нас малокомплектный детский сад, 6 групп, и интерактивная доска находится в группе, где находится подготовительная группа к школе. А так у нас есть... Ой. Так. А так у нас есть мультимедийный проектор, экран, есть, господи, ноутбуки, компьютер. Ну, немного. Мы стремимся, и знаете, я вот сейчас загружусь быстренько. У нас стационарных 2 компьютера и 2 ноутбука, то есть можно взять, попользоваться. И вообще мы, конечно, стремимся к развитию именно в информационных технологиях. И у меня такой посыл к организаторам. Сделайте, пожалуйста, нам какой-нибудь модуль по дошкольникам. Нам так интересно, мы хотим. А так получается, что нас спустили в свободное плавание, и методического сопровождения, к сожалению, нету. А делать хочется много. Где она сейчас? Вот. Что-то вот может какое-то методическое сопровождение для дошкольников. Или хотя бы вот то, что вы показывали, да, ресурсы для школ. А тут бы нас бы направить вот именно для дошкольников, чтобы мы знали, куда нам обратиться. Спасибо. Ну вот, например, сказка, да, с которой мы заняли 3-е место. Я, наверное, ну читать, не читать тут. Полистай. Вот детские работы. Ну это авторская сказка, сами придумывали по ходу. Детские работы. Жилось печально по этому светофорику, не было друзей. И тут идет именно сказка на то, что дети, переходя дорогу, вот они все светоотражающих элементы, да, переходя дорогу, должны смотреть не на 3-цветный, а на 2-цветный светофор, потому что идет вот неправильное восприятие детьми. Ну и в итоге он находит там себе много друзей, детки объясняют ему, что не надо переходить на 3-цветный, рисуют светофоры, показывают цвета светофоров и так далее. Ну вот, как-то так.
Ага, извините. Тема моего доклада связана с этнокультурным образованием в Республике Коми и отражением его с использованием, вернее, отражение содержания с использованием ИКТ в образовательном процессе. Я хочу рассказать, как я реализую вот эту составляющую часть у себя в институте на некоторых предметах образовательных. Это, например, ИКТ в образовании, методика преподавания изобразительного искусства. И такие есть у меня спецкурсы. Это методика организации проектной деятельности на уроках технологий изобразительного искусства. Не запустился, да? Угу. Не вижу. Итак, клавиатуру привыкла. Хочется обратить внимание, что у нас есть нормативные документы, в которых особо отражается такой компонент, как этнокультурное образование. Это федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, в котором говорится, что стандарт направлен на обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России. Что говорится в концепции, которая была принята в 2015 году на территории Республики Коми. Это у нас концепция развития этнокультурного образования в РК, рассчитана до 2020 года. Дается определение, что такое этнокультурное образование. Это целостный процесс изучения и практического освоения этнокультурного наследия, процесс становления и воспитания личности на традициях культуры этноса. Так как я последняя, я уже не буду вас еще цитатами, я хочу сказать о том, что система образования в Республике Коми, она направлена на решение ряда задач. Они у вас перед глазами. Я хочу остановиться на одной из них. Это формирование региональной и этнокультурной идентичности обучающихся. В связи с этим мы проанализировали ситуацию в Республике Коми и выявили, что у нас первое – недостаточный уровень языковой, методической компетентности педагогических кадров, реализующих программы этнокультурного образования, недостаточное использование учителями именно начальных классов и педагогами доп. Образования, ИКТ с учетом возрастных особенностей и недостаточное число изданий учебно-методической литературы инновационного характера, способствующей реализации этнокультурного образования. Итак, я хочу вас познакомить с таким замечательным сервисом. Извините. Не вижу. Ну, если возможно, пожалуйста. А я немножко расскажу про Easy Travel. Как мне так встать, чтобы вам было удобно? А, он переносной, да? Как я вышла на эту платформу? Во-первых, на одном из таких самосборов кто-то из коллег, к сожалению, я не помню кто, упомянул, что есть такой сервис по созданию виртуальных экскурсий средствами обучающихся и достаточно легкий в применении. Это меня заинтересовало, потому что, ну, скажем так, много платформ различных, и я стала искать преимущества этой платформы. Первое и достаточно, на мой взгляд, большое преимущество – это бесплатность. Бесплатность использования сервиса – это раз. Работы, второй момент, в онлайн и офлайн режимах, то есть то, что создано кем-то и когда-то, можно скачать себе на любую платформу, и Android, и Windows Phone, и ISIS, в общем, на все платформы, которые возможно. Второй момент, что меня опять же таки заинтересовало, это работа с музеями. Мы сами с вами знаем, что крупные музеи, они давно вышли на такую идею, как виртуальные музеи. В них можно как онлайн, так и офлайн. В частности, лет 13 назад, как раз, когда еще был Коми-педагогический институт, КГПИ, у нас открыли виртуальный музей, русский виртуальный музей, да, Санкт-Петербургский филиал получается. И вот как раз эта идея, что можно создать определенный музей, вот зародилась где-то у меня внутри, и это вот зрело определенным образом. Но не знали, в какой
на какой платформе, какие программы для этого использовать. И вот выхода два было. Первое – это найти бесплатную, и второе – вот то, что на диске, надеюсь, продемонстрируем, что мы создали с одним из магистрантов. Итак, второй компонент, который мне понравился по Easy Travel, что можно создавать музеи не только, ну, скажем так, как в большом нашем понятии, это здание, в которое ты зашел, и много-много всевозможных экспонатов, а можно сделать экскурсию, например, по одному какому-то объекту. Второе. Важный, опять же, таки компонент, как оказалось, можно сделать не внутри, а по улице. Экскурсия по тем достопримечательностям, которые представлены в том или ином месте. И в-третьем, что, опять же, таки немаловажно, когда мы стали работать с Easy Travel, оказывается, нужно тексты, которые мы там располагаем, они достаточно должны быть емкие, короткие. С моей точки зрения, они еще должны быть достаточно научные, потому что все-таки мы говорим какую-то информацию. И это нужно какой-то носитель записывать, адаптировать и туда, как аудиогид, потом вставлять. Чем же, опять же, для меня было интересно? Первые 2 года Easy Travel существует 5 лет. Мы работаем, вот я лично с Easy Travel 3 года. Ну, 3,5. И когда несколько проектов там были размещены, на меня вышли организаторы, ну, скажем так, которые администрируют Easy Travel в Российской Федерации. И вот в данный момент я являюсь представителем как раз администрирования по северо-западу. То есть вот все, что мы будем располагать, я могу контролировать, могу что-то дополнять, где-то исправлять. Это мои функции расширенные. Так вот, со студентами оказалось, мы когда выставляли все материалы, которые там есть, фотосъемка, это не из интернета скачано, это мы специально ходили, фотографировали. Значит, по ИКТ это обработка фотоматериалов, аудиоматериалов, подбор, то есть исследования как непосредственных носителей, то есть это интернет-источников, это библиотеки, это сами библиотекари, потому что не вся информация была где-то опубликована, а все-таки они имеют более расширенный, скажем так, свой базовый уровень подготовки. И у нас были молчаливые гиды, то есть текст, фотографии. И вот когда со мной связались, почему вы не размещаете аудио именно? Очень важный процесс аудио. Я говорю, у нас ведь на территории Республики Коми есть особый говор, который человек, когда приезжает из другой местности, а тем более иностранец, он не всегда понимает русскую речь. И я говорю, ну с этой позиции мы как-то не решились, ну скажем так, говорить по-русски. На что вот как раз руководителями был сделан акцент. Наоборот, это является тем цимусом, который будет отражать и показывать, какая тут речь. То есть заранее турист будет адаптирован к той языковой норме, которая здесь уже у нас с вами присутствует. Ну и уже вот на протяжении 2 лет мы все это аудируем, говорим. Конечно, еще один момент, который происходит, и мы делаем это со студентами, это работа с текстом. У нас, к сожалению, пропал предмет такой, когда-то был, это выразительное чтение, это работа с паузами, с интонацией, повышение, усиление тона. Этого нет. И вот теперь приходится, вот, используя КТ, работать, собственно, таким образом над текстом. Когда я стала смотреть работу других авторов, оказывается, по всему миру это приблизительно 1500 музеев, только музеев, а аудиогидов там насчитывается несколько сотен тысяч именно аудиогидов. Что произошло? Оказывается, образовательную функцию у нас с вами в Российской Федерации подхватили такие университеты, ну, я хочу сказать, что мы, наверное, наравне, РПГУ, СБУ, ну и мы, в частности, и около 60 университетов Европы и Америки. Это вот данные самого сайта Easy Travel. Еще какое достоинство вдруг для нас. Мы с вами находимся очень удаленно от центра. К нам тяжело ехать. Вы сами знаете, у нас замечательный этнокультурный парк ИП, но он, к сожалению, ушел, как бы так. Но он не работает. И вот при анализе, опять же, мы с студентами стали анализировать, почему этнопарк, ведь такая идея замечательная, супер, почему она уходит от нас? Оказалось, нет достаточно хорошей рекламы, да? А что может быть рекламой для нас с вами? Вот
Easy Travel себя позиционирует не только как аудиогид, а как геолокация. Что это такое? То есть, например, я в Сыктывкаре, мы еще такого не делали, это нам надо связываться с определенными людьми, которые будут в нас деньги вкладывать. Но как приводит пример Женевы, Сицилии, если, например, или там Парижа, идете вы по определенной улице, вот это здание построило такое-то, информация определенная, ну там чувство, переживания, вот несколько там, пару часов ходил, гулял, и вдруг это геолокация, то есть он вас ведет по телефону, и вы вдруг проходите мимо какой-то булочной, и оказывается, в этой булочной, например, она существует давно, Людовик XIV, вы туда, естественно, заходите и попить чашечку кофе. Но это называется локальная реклама, небольшая, которая вот на телевидении, а именно локальная, благодаря которой будет поддерживаться эта бесплатная платформа. У нас в Сыктывкаре как раз этого и не хватает. То есть люди, когда приезжают к нам, как туристы, они задаются вопросами, где провести время, где пообедать, как туда добраться и сколько на это нужно времени. Так вот, как раз аудиогид, на платформу, к которой мы пришли, он позволяет эти проблемы разрешить. Ну, мы, конечно, не беремся за все, мы беремся только за начало. Вот, спасибо большое. Можно я... Это еще один. Спасибо, я потом разберусь. И вот я вам хочу продемонстрировать, скажем так, несколько то, что мы создали со студентами. Появилось вот два новых аудиогида. Это уже созданные библиотекой имени Ленина. Это онлайн. Их, еще раз говорю, это можно, опять же, одно из достоинств Easy Travel, когда вы будете посещать ту или иную страну, вы можете найти аудиогид интересующих вас мест, причем на языке оригинала. Ну, я вот еще хочу с Институтом иностранных языков взаимодействовать, все-таки перевести на один хотя бы иностранный язык, чтобы человек, который приезжает к нам, он также мог... Сами понимаете, это инвестиции, и надо, чтобы он к нам привозил. Так вот, вы можете скачать онлайн, и когда приедете, например, в Рим, в Париж, вы можете походить по тем местам, которые вы уже заранее запланировали, причем без затраты на роуминг. Еще немаловажный фактор – не просто ходить. В основном мы знаем большие музеи. Лувр, музей имени Пушкина, много по миру их таких, современное искусство Нью-Йорк, а вот неизвестных, вот как наш с вами, имени Куратова, имени Савина. Мало кто об этом знает, и мало кто туда может дойти. И вот наша задача как бы решить эту проблему. И благодаря вот этим аудиогидам мы можем попутешествовать. Мало того, сейчас у них разрабатывается новая концепция – это создавать игровые квесты. Что это значит? То есть следующий, скажем так, пунктик нашего путешествия откроется тогда, после того, как вы, например, пройдете и выполните какое-то задание. А учитывая, что наши дети в основном стали в планшетах и на улицах мало играют, то есть в принципе это я считаю, что очень замечательный сервис. Он является первым игровым, второй он познавательный, третий он будет коммуникативный. Он все-таки будет искать информацию какую-то для себя, чтобы решить эту проблему. Сейчас даже вот просто из последних хочется, чтобы достопримечательности, например. Потому что первые, которые идут в ряду, они молчаливые. Видите, ярлычок «бесплатно». Квест находится Сыктывкар, Россия. Мы точка отсчета считаем СГУ, потому что в рамках университета, в рамках предметных областей это проходит. Небольшое описание. Сейчас, секундочку. Привязка идет к Google картам и, например, памятник Савину. Можно, опять же, что рядом находится. Да. Сейчас попробую еще один, извините, открыть. Другой, более полномасштабный.
Вот памятник или выходного дня, вот мы тоже планировали. Вот чтобы вы понимали, как это выглядит. Русский язык мы говорим, поделиться можно. Вот, кстати, на каких платформах можно, где можно распространить. Дальше. Это пункты, по которым мы можем ходить. Ну, например, мемориальная доска. С ней я работаю. Идет фотография. Ее можно увеличить. На карте сразу мы видим, где расположено. Если несколько фотографий, внизу будут точечки, но это как условное обозначение. Следующий, например, памятник Лыткина. Это вот у меня все молчаливый пока гид. Я сейчас хочу, извините, забыла, какой у меня не молчаливый гид. Ну, расширение на полноэкранный вариант. Извините, пожалуйста. Алло. Ну вот православная коми, тоже один из последних. Единственное, что мы православную коми, он не совсем так, как мы сделали, отображает. Дело в том, что на территории Республики Коми у нас есть 2 епархии и есть несколько вот таких округов православных. И в них уже входит, ну скажем так, еще как бы населенные пункты, где располагаются у нас ну, церкви, приходы. Так вот, получается, что они отразили только единственное, что, собственно, большой округ. Извините, аудио там, видимо, и осталось. Ну, еще последняя попытка. Я хочу просто, чтобы вы услышали звук, гид, именно гид. Да, ну только вы, единственное, что вы делаете вот здесь установку, что язык русский либо английский, но это... Нет, это и не тут. Да, любой. Да, 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 да. Вы представляете, я разволновалась, что я не помню, где у меня говорят. Но это много времени займет. Да, это открывается все дома. Ну вот, попробуем. А вот картинки. Так, и где у меня аудио? Вот информация. Да что ж такое-то? Не вижу. Представляете? Вон. Мы еще, кстати, За годы первых послевоенных пятилеток город Сыктывкар значительно вырос и благоустроился. В 1958 году в нем имелось более 100 улиц, в том числе и улица Первомайская. Ее назвали в честь одного из главных праздников СССР – Дня всех трудящихся. Первомайская является одной из самых зеленых улиц, находящихся в центре города. На плане 1783 года место проживания Жеребцовых никак не именовалось, но в относительно скором времени сия местность стала именоваться Западно-Загородной улицей. А в начале ноября 1918 года Западно-Загородную улицу официально переименовали в Коми-Грест, тем самым некоторым образом вернув обитателей горожан в лоно сельской жизни. 29 декабря 1928 года было принято новое постановление, по которому улица Западно-Загородная и местечко Коми-Грест переименовали в улицу 1 мая. Именно так изначально писалось название нынешней Первомайской. Ну вот то, что мы записывали со студентами, и вот такие аудиосопровождения как бы уже в последних есть. Еще преимущество, которое вот я опять же на этом сайте вычитала, Easy Travel, о том, что РЖД, например, они для одной из веток, как правильно сказать, электричек, они также стали говорить об истории, о достопримечательности того места, того пункта, через который проходит электричка. И, как оказалось, это очень интересно, это заинтересовало в том числе и Аэрофлот, например. Раньше я помню, что в советский период у нас, когда приземлялись мы в ту или иную царство, государство либо город, обязательно какая-то небольшая информация говорилась об этом городе. Сейчас это отсутствует. И опять же таки, чем же для нас с вами это интересно? Тем, что мало того, что к нам
я надеюсь, когда-то будут идти туристы толпами, это будет развиваться инфраструктура наша, может быть, дороги наконец-то отремонтируются. Все-таки и к нам вот сюда будет гораздо легче добираться из центра. Что-то я еще хотела вам сказать. Так, о достоинствах. Я модератор, ну, по северо-западу. А в принципе каждый человек персонально может это сделать. Да. Вот еще одно из преимуществ, которое позиционируется. Это новая медиаплатформа. Не радио, не просто новая медиаплатформа, которая позволяет, например, ехать в машине, особенно в больших городах, человек стоит в пробке, и вот информацию, которую он может взять. Почему не видео? Оказывается, некоторые, скажем так, пользователи при просмотре видеоконтента их начинают укачивать. А вот именно аудиосопровождение, когда уши свободны, но при этом вы смотрите, куда идти, как раз хорошо срабатывает. И еще достоинство в связи с тем, что в основном поисковые теперь, ну вот Google приводит такие примеры, что голосовым поиском занимаются в жизни около 20%, в машинах около 50% людей. То есть все-таки голосовой поиск, то есть работа со звуком, она уже достаточно массовая. И вот опять же Giza Travel приводит такой пример, что современные машины, которые выпускаются с новыми гаджетами, вот поверните направо, поверните налево. Вот эти аудиогиды теперь, да, они вот желательно теперь включать эти аудиосопровождения, чтобы можно было человеку проезжать мимо и иметь, первое, информативность о том месте, где он находится, второе, информативность о средствах передвижения, о средствах отдыха, в конце концов даже еды. Это элементарно, которое можно сделать при помощи вот этого аудиогида. Ну, вчера, например, я с одной из магистранток своей встречалась, и мы с ней обсуждали такую проблему. Мы работаем с ней по этнокультурным маршрутам Каркиросского района. Все хорошо, кроме одного. Если город, он хорошо видит, улицы, замечательно, он геолокацию, но в лесу геолокацию он не делает. То есть ему нужна обязательно привязка к каким-то местам. И получается, что вроде бы идея это хорошая, но для Easy Travel не получается пока реализовать. Может, найдем другую платформу. Тоже елка вправо 50 метров, елка влево. Ну, вот интересно. Ну да, если учитывая, что они... Ой. Ну вот они гугловский вариант предлагают. И мы не можем поменять. Вот это вот встроенное. Кстати, очень легко работается. Я даже студентам, извините, не показываю мастер-класс, как с этим контентом работать. Они на YouTube очень много видео, как элементарно вставлять и работать с этим мероприятием. Здесь также есть блог, здесь есть обратная связь. Варианты работы с ними очень много. Причем они, скажем так, откликаются на проблемы, которые есть. Ну вот у меня кое-что возникло, сейчас, надеемся, решим. То есть проблемы прав доступа для исправления. Я вижу у студентов, у своих студентов ошибки, нужно их исправить. Вроде бы было сначала, а в связи с тем, что вот одна из причин, почему мы по православной России вовнутрь не можем войти, когда стали блокировать Telegram, и получилось, что у нас сначала работа полетела. То есть вот что-то там где-то в этих кодах, что ли, я в этом не совсем сильна, но, видимо, проблема какая-то в этом была, но сейчас они пытаются ее исправить полностью. То есть тогда, может быть, вот большие округа будут видны и внутри вот более мелкие. Также возможность создания здесь есть викторины, квесты, я уже вам сказала. Ну, такой вот замечательный у нас контент. Кстати, гиперссылки, если нужно на видео, мы легко можем сделать ссылку. Вот видео здесь как раз не вставляется. И я вам хотела еще продемонстрировать один из вариантов. Опять же таки, виртуального школьного этнографического музея. Но видите, в середине красивая надпись, это демо-версия. В связи с тем, что у нас пока нет столько денег, чтобы выкупить эту программу, вот эта надпись пока будет. Это музей Куратова. То есть я хочу вам показать, что мы делали фотосъемку 3-4-мерную. Второй момент. Навигация достаточно простая. Есть элементы
котором мы можем перемещаться. Единственное, что у нас вариант I – это информация. Мы, может быть, вот когда новый контент, ну, когда мы выкупим программу, у нас появится возможность избавиться и другие значки присвоить. Ну вот, например, таким образом, пожалуйста. Ну вот вся информация, которая может быть расположена, например, об керосиновой лампе, которая располагается здесь у нас в музее. Вернитесь, пожалуйста. Алло. Пожалуйста. Угу. Извините, не смогу вам дальше показать, но принцип, мы также сделали фотосъемку на улице, то есть перед домом музея, посмотрели, там зимой съемка была, то есть вверх, вниз, какое небо. Опять же таки, эта идея была у Русского музея, когда заходишь, например, в одно из зданий Русского музея, ты обязательно можешь вокруг рассмотреть, что находится. И вот эта вот идея как раз была, ну, скажем так, взята у наших коллег, которые занимаются музейной педагогикой Санкт-Петербурга, а именно Русский музей. Пожалуйста, вопросы. Ой, я все закрою. Да. Спасибо. Угу. Все, я поняла, вы про вот последний вариант, да? Да. Чтобы сделать такую съемку, мы, конечно, первое взяли разрешение у самого университета, что действительно у нас ведется такая научная работа, потому что все-таки это экспонаты. Может, кому-то они не ценны, но на самом деле они несут историческую ценность. Это первое. Второе. Мы связались с Министерством образования, которое тоже дало разрешение на вот создание такого объекта, а, естественно, это дает немножко другие условия для реализации. И в-третьих, мы заключили договор вот с этим музеем, который позволил сделать эту съемку. Ну вот, получается, сейчас идет на стадии разработки, на стадии покупки, то есть Министерство образования выставило наш вот этот проект на экспертную оценку. Но я вам хочу сказать, что этот проект, вот последний у нас пришел первый приз на международном конкурсе педагогических идей с использованием этнографического, с использованием ИКТ. У него много. В декабре Санкт-Петербургский как раз университет саму программу тоже заняла 3-е место во всероссийском конкурсе исследовательских работ. В принципе, грантов много, но теперь на экспертном заключении. И мы надеемся, что вот это как раз, эта обратная связь мы музею и в образовательное учреждение, потому что это бесплатно должно быть, распространим. Но вот сам механизм пока очень сложен, потому что, ну, во-первых, я на диске принесла, значит, нужно где-то его разместить. Это первое. Конечно, мы хотим на университетской платформе. Второй момент. Надо, чтобы вот я эту проблему поднимаю везде. Мы с вами много всего интересного делаем, но, к сожалению, у нас нет единого такого пространства какого-то медийного, где вот это можно было бы найти, использовать, взять и поделиться. То есть мы же и рады делиться этим. То есть я всегда и студентам, и всем своим коллегам говорю, мы работаем не ради работы, мы работаем ради людей, ради нашего подрастающего поколения. Поэтому надеемся, каким-то образом вот это потом будет распространяться. А так, да, то есть нам нужны были определенные типы документов. Еще, пожалуйста. Спасибо вам. Ну, мы рассчитывали для начальных классов, но на самом деле вот телевизийный проект вот здесь, это фактически мы сделано и строеведение, и старшие классы, то есть там и по Куратову, по все может быть. А вот этот можно с детьми, с родителями проект запускать. Вот первый раз у нас прогулка выходного дня. Это 13-й год, мы первый раз положили, и там как раз фотографии есть детей, то есть там, скажем так, студенты брали разрешение на родителей, что есть фотографии, могут быть размещены там-то, там. Но это, вы знаете, что это обязательно. И мы вот разместили выходного дня.
Так, коллеги, на этом все вопросы нашей конференции исчерпаны. Мы останавливаем трансляцию. Да, Илья Иванович?